Если человек жив, то где он? Если умер, то давайте признаем его умершим. Мы не покупали себе политика. Такое ощущение, что у них рога выросли сейчас. Да, действительно, смерть отца, через 2 месяца война, а потом раз и случился кризис. Мы были на Кипре, еле успели спасти человека. Мы безвозмездно дали денег на «Медузу». Ну, вообще хотели бы СМИ? Он говорит, здесь не надо шуметь, к нам же придут. И пришли. Людей не то, что не переделаешь, людям признать, что сделаешь что-то не так, крайне сложно, а тем более такое преступление, убийство. То есть вы думаете, что из этого кармана в этот нельзя переложить? Думаю, что нет. То есть то, что отложено на войну, будет потрачено на войну? Если всю жизнь воевали, да, почему это сейчас не прекратят? С какой стати? Ой, белка, мама дорогая, белка, иди сюда. Тут белок... Иди сюда, иди ко мне. Не надо, они вредные ужасно. Вредные? Да. Почему Лондон так популярен у богатых русских? Все уехали, если говорить. Да? Ну да, Лондон ужесточает правила, которые приводят к тому, что состоятельные люди, неважно, они русские или не русские, отсюда уезжают. Богатые люди, как правило, мобильные, люди отсюда уезжают, потому что невыгодно. Богатые люди, они как Паратов, да? Ничего святого нет. Увижу, выгоду продам. Конечно, люди уезжают. Не могу сказать, что это какая-то катастрофа для страны, но потеря для бюджета явно. Израильский паспорт – это въезд без визы в страны Евросоюза и 10-летняя виза в США. Жить в Израиле и служить в израильской армии при этом, если честно, не обязательно. Получить израильский паспорт можно по праву крови, если среди ваших родственников был еврей – папа, мама, дедушка, бабушка или даже прабабушка. Многие думают, что у них нет оснований, просто потому, что никогда не проверяли. Или проверяли сами, но ничего не нашли и остановились. Это частая история. Документы терялись, фамилии менялись, а семьи молчали. Израильский консультационный центр занимается этим больше 10 лет. Десятки тысяч готовых паспортов. А большинство клиентов пришли со словами «Наверное, у меня ничего нет». У ИКЦ собственный архивный отдел. Специалисты работают не только в России и Израиле, но и дистанционно по всему миру, в том числе в странах, откуда обычно трудно получить справки и подтверждения. Центры сопровождают на всем пути от первичной проверки корней до оформления гражданства и документов в Израиле. Гарантии прописаны в договоре. Проверка – это первый шаг, после которого становится уже понятно, есть ли у вас вообще основания для получения израильского паспорта. И пройти такую проверку можно совершенно бесплатно. А все подробности по ссылке в описании. Скажи, Гордеевой, скажи. Борис, а как вы себя сами идентифицируете? Вот вы сейчас кто? Я глава Зивин Foundation. Мне очень не нравится слово меценат и благотворитель. Я скорее трасти при семейном фонде. Я занимаюсь тем, что блюду этот фонд и стараюсь делать то, что задумано моим отцом, мной с ним вместе. В общем, я продолжаю какое-то филантропическое дело, основу которому заложил мой отец. Но эта часть интересов больше сконцентрирована на российской и построссийской истории? Или вы уже разворачиваетесь, и вы больше человек Европы, человек мира? Ну, это всегда была скорее культурная задача, чем страновая. Даже в первых вариантах миссии, тогда был фонд «Династия», я избегал писать там что-то про Россию, про мир. Да? Ясно дело, что мы находимся в России. Ясно, что у нас основной фокус связан с тем, что мы знаем лучше. Но вообще говоря, никогда не было концентрации на стране. Мы о стране, безусловно, и о политике. Вы один из тех немногих бизнесменов и филантропов, который занимается российской политикой все еще и не гнушается об этом говорить. Мы об этом обязательно поговорим, но мне бы хотелось поговорить о той части вашей деятельности, которая не так широко известна. Если я правильно понимаю, у вас открыты 2 фантастических, с моей точки зрения, стартапов, связанных с разработкой искусственного сердца. Один в Гарварде, другой в Тель-Авиве. Так? Ну, это не наш. Одна из деятельностей, которой мы начали заниматься после того, как «Династия» была закрыта и все случилось, мы стали иностранными агентами, стали смотреть на мир. Да. Израиль – это первое место, куда мы посмотрели, и отыскали для себя модель взаимодействия с университетами. Называется это вся история «Зимин институт», и началось сотрудничество с Талийским университетом. Это
co-investment. Мы даем небольшие деньги, университет дает экспертизу, и вместе мы направляем эти небольшие деньги на идею, которая должна превратиться в что-то работающее, в технологию. Это большая история, мы на нее тратим сейчас уже примерно четверть своего бюджета. В ней участвуют сейчас мы можем уже 4 университета. Технион, Тель-Авивский университет, Аризонский университет в Штатах. Сейчас думаем про университет Бар-Илана. Есть сотрудничество с университетами, а в университетах есть набор проектов. Многие из них связаны с медициной, life science, много связано с искусственным интеллектом. Это то, во что мы верим и даем деньги. В то, чтобы идея превратилась в нечто, во что уже может инвестировать бизнес. Но люди, которые видели результаты работы в Тель-Авиве, рассказывают, что там уже мыши, которые до этого жили с 2 сердцами, одно искусственное, другое настоящее. Сейчас они вроде как могут жить уже только с искусственным сердцем. Это правда? Я не знаю. Это не мой проект. Я знаю, что этот проект есть, и он меня поразил в свое время. И у меня был специальный интерес, потому что у меня семейная история связана с сердцем. Ребята там делали... Еще и до нас, и без нас. Мы им помогли, поучаствовали в одном из направлений. Ребята занимаются сердцем. Что у них получилось, это они научились делать заплатки на сердце. Если случается инфаркт, и часть поражена, научились делать туда заплатки, которые приживаются. Вот, это прям сильно. Сердце, мне кажется, еще не сделали. Это очень сложный такой объект. У нас это большая история. Я считаю, одна из успешных. Она не связана с культурой, с российской. С русскоязычной, лучше сказать. Мне кажется, тема интересна. Очень интересно. Она отличается. То есть изначально фонд династии и Зимин Foundation – это больше про культуру, про просвещение. А то, что мы стали делать с 2018 года, с 2016, это скорее про науку, про прогресс. Я не знаю, насколько об этом можно говорить, но правда ли, что ваш интерес в делах сердца связан с вашей дочерью? Да. В частности. А насколько вы можете эту историю рассказывать? Она личная история. Будет ли удобно всем участникам и самой дочке моей? Мы можем потом у нее спросить, и если она скажет нет, я это вырежу. Да. У нас, у одной из дочек, у нее было слабое сердце. Это выяснилось спустя 11 месяцев после рождения. И вот мы жили долгие годы с плохим сердцем, думали, как там починится, не починится. А потом раз, и случился кризис. Мы были на Кипре, еле успели спасти человека. А вы готовились к тому, что это может случиться со дня на день? Как всегда, нет. Это случилось неожиданно. Человек оказался в реанимации. Случилось несколько чудес. Нам повезло всем. Оказались мы в Берлине. В Берлине было несколько операций. И удивительным образом быстро... Оказалось, что есть сердце. Для трансплантации. Да. А до этого она жила с машинкой внутри? Какое-то время с машинкой внутри. Тоже повезло, что это было невозможно сделать. Потому что был вариант жить в больнице, лежа на койке, рядом с огромным аппаратом, который качает кровь. Получилось так, что отказало не все сердце, отказало только часть его. В другую часть было можно ставить моторчик. Да, удивительное произведение швейцарского и американского бизнесов. И ребенок ходил с проводком и с батарейкой. И все нормально. То есть она ходить еще могла? Нет, она себя хорошо чувствовала, потому что сердце появилось. Она бегала по лестницам. И достаточно быстро, опять же, случайно, очень драматично случилось, как вдруг оказалось сердце доступным. Это все случается вот так вот. Что значит оказалось доступным? Кто-то умер. Да? И так умер, что нам подарил сердце. А вы не знаете, чье сердце? Это запрещено. Знаю, что пришло отсюда, из Англии. В Германию? В Германию, да. Обалдеть. Понятное дело, почему. Это запрещено, там как-то такие сложные процедуры, что мы не можем знать, кто это. Знаю, что это был относительно взрослый человек. Не знаю, кто, в смысле, мы, мужчина или женщина. Скорее всего, какой мужчина на скутере ехал. Не знаю. Как отец разговаривает с дочкой, которая ходит с машинкой, которая вместо сердца? С батарейкой. С батарейкой. Машинка там маленькая, чтобы могла поместиться в сердце. То есть вы должны были быть для нее поддержкой, правильно? Я уж не знаю, кто кому должен был быть поддержкой. А, да? Да. Сознание человеческое как такое пластичное, да? И еще память такая штука хорошая, что отсекает многое трудное и ненужное. В момент стресса ведешь себя по-другому, чем ожидал бы. В общем, да, у нас была бурная эпоха, когда тебе говорят, что ребенку плохо, ты не веришь. Потому что она выглядит нормально и действует нормально. Не точно нормально, но ты думаешь, что это что-то другое. Авось рассосется, авось это не так, нас это не касается. И слава богу, что у нас это сопротивление реальности было не слишком долгим. Да, срочно в госпиталь, там беда, там все плохо, куда деваться?
это же Кипр, да, там живет всего 1 миллион человек, и медицина не такая, какой нужно. Куда? В Израиль, в Америку, можно ли, сколько денег, кто возьмется, переговоры с врачами. Потом появляется надежда, одна, другая. Потом, значит, нужно ее превратить в план. Потом, А с ней это все обсуждается? Ей сколько в этот момент лет? Нет, ей 13 лет. Нет, она лежит. Ну, в общем, да, это такой сложный был период. Вы сразу поверили в то, что после трансплантации сердца она теперь, как все, она может заниматься спортом, бегать, прыгать и даже, наверное, курить? Не эти мысли, которые мешают жить, да, сейчас нужно дело делать, нужно вот какую-то на конкретику, что завтра ты не знаешь. И сейчас мы не знаем, потому что всякое решение такое-то временное решение. В общем, живи сейчас. Это одна из мощных защит. Живи сейчас. Потом разберемся. Иногда это сильно работает хорошо. Вы с отцом обсуждали все вот эти вот решения, связанные с дочкой? Я не грузил его этими вещами. Почему? Ну и так много сложностей. Я не перегружал, не перекладывал этот груз на родителей. Я так пыталась сопоставить по датам, и я, насколько поняла, что вся история с дочерью, с трансплантацией, с ожиданием этой трансплантации, с реабилитацией, которая длинная, и болезнь отца, и его решение об эвтаназии, это все для вас слилось в один год. Еще началась война 22 года. Вообще говоря, да, память – прекрасная штука. Она отключается, когда надо. Не могу сказать, что чувствую какой-то перегруз. Видимо, потому что сознание умеет отключаться. Есть там какие-то релешечки, которые отключаются и защищают организм от перегрузки. Но вы этот год вообще в состоянии вспомнить? По частям. Никогда не сопоставлял это все в единый период времени. У меня это как-то на отдельные задачи раскладывалось. И я никогда так не воспринимал как один ужас. Почему? Какой ужас? Жизнь – это не ужас. Да, действительно, смерть отца. Через 2 месяца война. Потом у нас сердце случилось. Да? В сентябре 22 года, если я правильно... Да. Мирке стало быть 14 лет. Да? Ну, 13-14. Да, все очень близко. Ну получается, что Дмитрий Борисович никогда не узнал, чем дело кончилось с ней. Он на самом деле не знал. Ну, проблем со здоровьем внуков у нас хватало, но как-то это не мешало жить. Вы помните свой разговор с отцом, когда он сказал вам об этом решении? Об эвтаназии? Да. Ну, так примерно помню, да. Он сказал, что, слушай, вот, сын, тебе задача, сыновний долг, исполни, пожалуйста. И что ты будешь делать? Попробовать отговорить? Ну, конечно, ты пытаешься что-то сказать, что подожди. А говорит, нет, ты давай, слушайся. Я видела в фильме Веры Кричевской, как вы обращаетесь к отцу батюшка. Да. А к маме матушка? Да. Так всегда было? Ну, с каких-то таких старших классов, что ли, что-то у меня такое включилось. Но это ирония в этом есть или это по-настоящему? Не по-настоящему. Я почему-то избегал формальных таких титулов папа, мама. Ну, тут нет никакой глубокой философии, скорее ощущения и общий культурный фон, что ли. У нас нет никакой, и не было никакой религиозности, патриархальности, ничего такого. Но все равно, когда вот человек вам говорит о своем решении об эвтаназии, вы говорите, батюшка, одумайтесь. У вас внуки, у вас я, там, семья, огромное дело. Поберегите нас. Ну, не, так это не работает. Так не работает? Ну, почему? Человеку плохо и больно. А сейчас я буду его загружать, там, подумай о нас, по сути, пожертвовать собой. Неправильно. То есть вы настолько четко себе понимали, что происходит, что продлевать это мучение вы сами не хотели? Ну, сложно сказать. Эмоционально, конечно, нет. Да? Рационально я понимаю, что человеку больно и плохо, и страшно, не знаю, что угодно. Да, у него есть осознанное желание. И на каком основании ему отказывать? То есть эмоционально это невозможно, а рационально долг. Я посмотрел фильм спустя месяц, может быть. Он называется «Все прошло хорошо», французский фильм. Там история, как отец, две дочки, отец умирает и хочет, чтобы мы сделали эвтаназию. Ну, вот так вот мне совпало. Я очень сильно получил впечатление. Очень хороший фильм. И как себя ведут дочки? Они на этой теме как-то мирятся. И что-то очень важное про отношение к людям в этом фильме есть. Что правильно и что неправильно. Нарушение закона. Они же там во Франции это нельзя, так они устраивают целую
операцию по тому, как уехать в Швейцарию, чтобы там это сделать. Такая полудетективная история. Фильм, как и все в жизни, это про столкновение разных подходов и понимание того, что правильно и что неправильно. Вы верите в то, что есть жизнь после смерти? Нет. То есть вот только здесь и сейчас? Да. И ни в какую возможность будущей встречи? Все в голове. Там может быть все, что угодно, но в реальности нет. С учетом всех ограничений и текущей ситуации в российской экономике, инвестиции и активы, которые работают в долларах и дают стабильный доход, становится еще актуальнее. Один из таких вариантов – недвижимость на Бали. Даже если вы не планируете проводить время на острове, это будет работать как инвестиционный объект в туристической локации с высоким уровнем спроса. Около 1,5 лет назад апартаменты в одном из новых комплексов на Бали стартовали от $85 тысяч. Сейчас аналогичные юниты в этом же проекте стоят от $119 тысяч. То есть получается, что первые инвесторы получили рост стоимости еще до полной сдачи объекта. Это экономика конкретного проекта от Break Property, одного из ведущих застройщиков на Бали. Break – официальный партнер Marriott с 2016 года. У компании уже 16 реализованных проектов и собственная управляющая компания с рейтингом 4,8 на Airbnb и статусом суперхоста. А гарантии на строительные конструкции до 20 лет. Несколько примеров уже завершенных проектов. Аквамарин – комплекс вилл с панорамными видами на океан, саунами и приватными бассейнами у каждой виллы. Red Sunset – виллы с террасами, видами на закат и приватными бассейнами. Один из самых востребованных объектов в аренде. Весна. Комплекс Smart Villa с двухкомнатными планировками и видами на рисовые поля. Все сданы в срок и сегодня работают в аренде, принося доход инвесторам. А сейчас Break Property запускает в продажу новый проект по стартовым ценам. Это комплекс на берегу океана с инфраструктурой резорта в топовой локации Бали. Там будут бассейны, зоны для отдыха и прогулок, шаттл-кары, а рядом популярные рестораны и бич-клабы. Проект прошел всю юридическую и техническую проверку. В продаже студии и апартаменты от $94 500, смарт-виллы от $335 тысяч и премиальные виллы от $599 тысяч. Условия входа стали мягче и не нужно сразу оплачивать всю сумму. Первый взнос всего 10%, рассрочка до 24 месяцев, а еще 10% уже после сдачи объекта. Выходит, что можно зайти с первым взносом в $9 950, а дальше платить поэтапно. Если вы думаете про инвестиционную недвижимость на Бали, но не хотите сразу замораживать крупную сумму, это очень подходящий вариант. Переходим по ссылке в описании или этому QR-коду, чтобы зафиксировать лучшие условия для входа, получить информацию про доступные юниты, платежный план, юридические документы и расчет доходности. Как вообще вас воспитывали? Я так понимаю, что сначала вы больше времени проводили с мамой на раскопках. Археологические экспедиции – это каждое лето, более или менее, с моего, не знаю, 5-летия, что ли. Да, времени проводил больше я, конечно, с мамой, чем с папой, разумеется. Потому что Дмитрий Борисович всегда был на работе, в командировках, был очень увлеченный человек. Они строили вот эту вот станцию в Дон, в Софрино. Я не так часто его увидел вообще-то. Это такие моменты, скорее, чем постоянное общение. Экспедиции и общение с людьми произвели на меня, наверное, самое большое впечатление и значение. Хотя, что это было? Это был месяц-другой летом, да, каждый год. Но я помню это очень ярко. Там было 2 группы людей. Это студенты, в основном, рабочие, и знакомые, то есть поколение родителей. И вот это вот все я слушал, слышал, всякие пересуды, разговоры, вражьи голоса. Кто такой, я извиняюсь, Миша, с которым в 1975 году вы с отцом прожили несколько недель в сарайчике, который называется Эллинг? И что такое Эллинг? Дядя Миша, да, это двоюродный брат моего отца, Миша Зимин. Он рано умер, у него было больное сердце. Удивительно начитанный и малообразованный человек. Малообразованный в смысле, у него не было образования формального. Он беспризорник фактически был, попал в Москву
в военное время. Потом после войны он уехал в Донецк. Там очень прожил основную жизнь. А на лето, да, он приезжал к нам, и я с ним проводил достаточно много времени. Тоже было лето, экспедиции. И в Донецке я был в тех местах у них дома пару раз летом. Эллинг, я чувствовал себя особенным в смысле семьи. У нас не было дачи, у нас не было всего этого мещанства. У нас были горные лыжи. Это было, на мой взгляд, в советское время элитное такое развлечение. И у нас был клуб «Рассвет». Это до сих пор еще находится, я думаю, в районе Икши, на водохранилище, куда был перевезен от водного стадиона, где теперь находится ЦСКА ВМФ, клуб такой огромный, спортивный. И военный, и полувоенный. А там советские вожди позволяли гражданам реализовывать свое право на отдых в виде обладания лодочкой и правом там эту лодочку строить, холить и лелеять. Короче говоря, в клубе «Рассвет», который позже переехал на Икшинское водохранилище, мы строили катер. Так и не построили, правда. С дядей Мишей мы там жили во время этого строительства. Эллинг – это был такой железный ящик, который по каким-то советским нормам полагалось иметь советским гражданам, которым было даровано право на реализацию своего отдыха. Значит, в этом эллинге можно было хранить мотор или что-нибудь еще такое. То есть это такой ящик шириной 1,5 метра, может быть, да, и в глубину там метра, не знаю, 3-4. Совграждане устраивали там себе жилье. И правда, да, какое-то время мы там проводили. Да, это какой-то был такой экспириенс, очень интересный. То есть, если говорить о вашем месте силы, то оно там? Или мы вот до этого с вами на кухне говорили на Валдае? Мое место силы или малая родина – это скорее валдайские места, деревня. Я ощущаю себя странным образом деревенским человеком. Да? Да. Хорошо. Помню эти места и люблю их. Ну, да. Уже они вряд ли мне доступны, но... А на Валдае что? Это были места, где как раз были экспедиции. Моя матушка раскапывала там эти раскопки. Неолит – это 5-7 тысяч лет отсюда. Город Боровичи на северо-восток от Валдая. И вокруг него есть несколько мест, где были раскопки. И деревни, где мы жили. То есть выходит, что с отцом, что с матерью, вы с матушкой. Да. Вы жили в максимально некомфортных, неудобных или там чистых условиях. То есть это все было походное. Ну нет, почему? Во-первых, мы жили в Москве. Я понимаю, но летом. Трехкомнатная квартира 53 метра, по-моему, у нас была. Кухня не 6, а, по-моему, 7 было метров. Я считаю, что мы были такой семьей выше среднего уровня. Плюс у нас были возможности типа водомоторного клуба «Рассвет» и вроде экспедиций. То есть я не ездил в деревню или там пионерский лагерь. Я ездил в экспедицию. Хотя и лагерь тоже был, но это было для меня не слишком приятное проведение времени. Мне казалось, ну что это такое? Я самостоятельный человек, а меня пихают в лагерь. Вы росли в КСПшной культуре, вот такой, походной? Ну, это скорее моя боковая жизнь. Родители этим никак не увлекались, но поскольку экспедиция студента, а студент – это КСП, конечно, я туда ездил, слушал, слышал, тусовался с ними. Это было интересно. Разговоры были вольнодумные, да, нельзя. Это 80 какой-нибудь там 2-й, да. Было очень интересно. Сейчас, примеряя это на текущую российскую действительность, как вы могли бы описать вольнодумные разговоры, экспедиции, поездки «одна жизнь» и возвращение, и папа работает в общем, довольно секретном предприятии и имеет допуск «другая жизнь»? Для меня это не было таким большим разрывом. Это же детское воспоминание, сплошное счастье. Да, и все нехорошести, они как-то сглаживались или превращались в что-то не такое плохое. Анализировать жизнь и разные ее стороны на основании детских впечатлений сложно. Я помню 80-й год, что такое? Это Олимпиада, это забрал отец на Балхаш, там были какие-то испытания, и куда меня девать, потому что всех выгоняли из Москвы. Это смерть Высоцкого 25 августа. Мы были как раз уже на Валдае, в экспедиции. В общем, мне сложно говорить про разные жизни. Какое лицемерие? Родина? Там все хорошо. Между отцом и мамой, людьми таких разных профессий, как складывались отношения? Что они вообще могли между собой обсуждать? Хороший вопрос. Действительно, характер у них, склад ума, я бы сказал, достаточно разный. Но, видимо, в этом и есть какая-то сила и близость. У ваших родителей была возможность не дать ни вам, ни вашему брату идти в армию? Думаю, да. Брат, в общем-то, он формально служил в какой-то был спортивной роте. Он попал в армию не 18 лет, а лет в 20 с лишним. Исключительно, чтобы отслужить, чтобы отстали бы от этой истории. А вы? Я попал как-то так.
можно сказать, случайно. Я пришел в военкомат в последний день призыва. Вообще, это был единственный год, когда забирали из институтов, где была военная кафедра. И я какого-то черта поперся в военкомат. По-моему, я потерял паспорт. В общем, по какой-то причине, не слишком рациональной, на меня вышел смотреть сам военком. Сынок, ты что пришел? Типа, ты ничего там такого не сделал, так тебя и из армии вытащат, и в тюрьму посадят. Короче, вручили мне повестку, на следующий день я уехал в армию. А дома разговор был? Я попросил не вмешиваться, подумал, может быть, так надо, черт. В общем, это такие молодежные настроения. Не знаю. Я, конечно, очень интересно. У вас как будто не еврейская семья. Вот я попросил не вмешиваться, никто не вмешивался. У нас ничего такого не было еврейского. Я не чувствовал вообще ничего еврейского до новейшего времени. Бабушка у меня была, да, но я никогда не воспринимал ее как еврейку. Хотя, конечно, там было 100%. Это бабушка была, конечно, прекрасна. Надо сказать, что семья у меня все-таки наполовину украинская. Больше, чем еврейская. Еврейская она на четверть, а украинская ровно пополам. Где вы служили? В Казахстане. Я сначала попал в Харьков, в учебку, в радиобригаду. Недавно был там, попытался отыскать, но так и не отыскал это место. В учебке я пробыл там буквально 2-3 месяца. И в Казахстан. Долго ехали. А когда приехали, я, значит, вышел. Мы там в каком-то... Нас было 3 или 4. И написано «Сареазек». Кто читал «Буран и Полусадом», тот меня поймет. Что я почувствовал, когда я вышел, и там написано «Сареазек». Это где-то порядка 150-200 километров от Алматы, северо-восток. Сильное впечатление сразу, а потом уже в войсках. Ну, в общем, да, служил. Это важный опыт в вашей жизни? Или можно было бы пропустить? Сложно сказать. Я думаю, к тому времени я уже начитался и Шаламова, и Ахметова. И, в общем, как-то спорил я с тем, что тюремный опыт – это хороший или нехороший. Но я не думал, что армия – это тюремный опыт. Хотя, на самом деле, многое там есть. Я узнавал. То, что прочитал в книжках. Да, это такой важный. Полезный или нет, я не скажу, но точно важный. Разрушение армии. Там, я видел, когда последние полгода уже не было дневальных у оружейной комнаты. Уже наступил 89-й год. Бурное было время. Очень часто описывают опыт возвращения из армии вот людей, которые ушли, был еще Советский Союз, а вернулись, уже считая Советского Союза нет, как такой экзистенциальный опыт понимания, как может измениться мир за 1,5-2 года твоего отсутствия. Было суперинтересно. Я пришел из армии, я выпил с другом бутылку водки, и уже через неделю я шел работать. У меня вообще была мечта идти работать еще в школе. Как-то там деньги какие-то. Работать кем? Я был увлечен автомобилями. Еще в школе я получил права. Была такая привилегия, не привилегия, может быть, такой порядок, что ли. Старшеклассники, 10 класс, они должны были раз в неделю приходить на производство, учебное производство, на комбинат, и там получать рабочую профессию. Строителя, парикмахера. И были привилегированные 2 категории. Это автомеханик и водитель. Как-то я попал в водители. Не знаю как. Но при этом в армии вы не стали водителем. И не во второй служили. Нет, сейчас я скажу, где я служил. И я получил права, я мечтал, значит, как-то автомобиль куда там возить, хлеб, что-то еще. Меня не брали. После армии я уже получил основание, военный билет. Ну, не военный билет, я оказался со справкой. Я пришел на комбинат на первый, и тут же меня приняли на работу. То есть это было такое счастье. И что вы возили? Я работал на автокомбинате Моставтоэлектранса. Это «Волги», которые возили чиновников. Был водителем «Волги». А в армии в какой вы роте служили? В каких войсках? В армии я попал в учебку. Я был зенитчиком, командир отделения в зенитном дивизионе, полковое ПВО. Я должен был уметь управлять шилками и стрелами. Все уже позабыл. Шилка – это кто? Шилка – это 4-ствольная 23 миллиметра такая пушка с радаром. Она стреляет по самолетам, по вертолетам на высоте там, до 2 километров. И дальность там прям 4 километра. Это вот такая полковая ПВО. Вот, с этим я попал в армию. Но когда заместитель командира по технике в дивизионе, куда я попал, увидел, что я русский, москвич, с первым курсом МАИ и с правами. Тоже меня забрал туда, где я был нужен. Я занимался техникой, автомобилями и даже не участвовал в стрельбах. Везука. Ну, как везуха. И это командиру было везуха, потому что я был так увлечен автомобилями и пропадал там. А почему военного билета вам не дали? Ну, там был бардак в этой армии. Я попал в задержку к коменданту, а комендант мой билет потерял. Я увольнялся с такой бумажкой, где написаны все мои данные, но самого билета не было. А когда вы стали гонщиком уже? Вы же гонками занимались, ралли? Это тоже автомобильная история. Еще в школе
Вот в этом УПК мы занимались с приятелями тем, что, как построен производственный процесс. Есть учеба, есть практика. Практика – это гараж, там стоят два ГАЗ-52, и мастера производственного обучения. Они были счастливы, когда мы их освобождали от работы, на площадке ставили себе там какие-то колышки или там что-то еще, и ездили. Называется фигурное вождение. Как-то выяснилось, что есть целая дисциплина такая спортивная. И в Союзе была система ДДСАФ, были системы на предприятиях, было много гонок, всяких соревнований, в том числе вот такие. Я познакомился с этим спортом еще будучи в школе, потом, учась в институте, я пытался где-то отыскать, как это вот, где кто этим занимается. Познакомился с гонщиками, которые были на первом автоэлектротрансе на Киевском вокзале, стал к ним приезжать. И когда уже пришел из армии, я пошел туда работать, в этот комбинат, и тоже пошел в секцию. Кто был ваш любимый гонщик? В каком смысле? Кто? Сена был. Айртон Сенна, конечно, я ждала этого ответа. Да, конечно, Сена, да. Мне кажется, 80-е, 90-е Айртон Сенна и вообще все, что связано с гонками, но еще на хвосте популярности фильма «Мужчина и женщина», это вот самое романтическое, что можно себе представить. «Такси Блюз». Значит, фильм... Ах, вот так. 89-го года. Это вообще был... «Такси Блюз» снимался в интерьерах там некоторых таксопарков, которые я хорошо знал. Один из них это был 4-й таксопарк под мостом рядом с Белым домом. У них была производственная зона, куда возили всякие железки, обрабатывать там коленвал. Надо ли это рассказывать? Боже мой, это такая старая вещь. Старые совершенно... Это вообще самое интересное. Неужели вы правда думаете, что интереснее про ФБК? Да, согласен. Был там год-другой, очень такой интересной жизни, когда ломался Союз. Я вышел на работу, после практики была положена практика, там 2 недели ездить с инструктором по Москве, что было, правда, полезно, потому что я-то ездил постепенно на автомобиле ЗИЛ-131, а здесь Волга и как-то улица. Люди ходят, надо было немножко привыкать. И первая моя точка была как раз за театром имени Вахтангова на Арбате. Я ходил, смотрел на офонаревший Арбат, хотя он офонарел еще в старое время. Но там же... Офонаревший, в смысле, фонари там появились? Да, я помню, Арбат был без фонарей. Да, я помню. Нам, провинциалам, такой даже Арбат и не снился. Я помню, Арбат был такой серенькой улочкой, и там ходил троллейбус. А потом Арбат стал вот офонаревшим. И это случилось году в 83-м, что ли. В общем, еще до армии. Вот, Арбат... Всякие там люди рисуют рисунки, играют на гитарах, гадают на руке. И все смотрят телевизор, значит, или слушают радио, съезды происходят. Жизнь была очень интересный и бурный. Съезд, люди что-то разговаривают. Боже мой, туалет открылся платный. Вы с братом стали на ножах, как вы в одном интервью сказали, после возвращения из армии или до еще армии это была сложная история? Скорее до армии. У нас были такие детские, не слишком радужные отношения. Старше меня было на 6 лет. И потом, что такое на ножах? Я точно бенефитил от того, что у меня старший брат такой хулиганист, очень авторитетный. А он всегда был хулиганистым и авторитетным? Я помню по школе. Вам так казалось? Да. Я пошел в школу, а он уже из него ходил, он после 8 класса ушел в ПТУ. То есть мы с ним ходили в одну школу, может быть, год. Хотя, опять, я не могу сказать, что была какая-то особо хулиганская или там жесткая история у нас в школе. Конечно, драки были, да, но, в общем, какого-то такого, как в слове пацана, такого не было. И на улице тоже жесткача не было. Были драки, да, участвовал, все было. Но не так, чтобы очень жестко. Но считается, есть в интернете видео 92 года, его 30-летие, считается, что он был чуть ли не глава ОПГ Коптева, правильно? Я мало знаю эту историю. А вы сознательно не интересовались? Или просто... Я не хотел, да. То есть у нас были разные совершенно стили поведения. Я был более домашним. И после армии я, конечно, близко ничего не мог. Ведь это авторитетное предпринимательство, да, оно же началось еще до 90-х. И у меня было к этому отторжение. Я знал, что у меня брат какой-то там такой. Бандос тогда говорили. Долгопрудный. Мне это было не слишком интересно и совсем неприятно. Я туда никак не хотел быть к этому близок. Так что у нас не было ни близости, ни какой-то вражды. А наоборот, когда я пришел из армии, там, дал, я вот не помню, то ли $100, то ли 1000, скорее 100 все-таки. Вот, тогда 100 были как 1000. Да. Это мне так, конечно, помогло, да, здорово. А родители? Родителям было не очень хорошо в
в смысле денег. Деньги появились уже где-то к 90, может быть, 6-му, 5-му году. Ну, то есть, да, когда уже Билайн стал работать. До этого я больше зарабатывал, боже мой. Я одно время, год, что ли, в такси проработал. Система Мосавтоэлектранс и такси – это одна система. В системе Мосавтоэлектранса были и персональные «Волги», 6 автокомбинатов, и 21 таксопарк. И в какой-то момент, значит, перестройка же, решили начальники, сделаем по-современному, отдадим автомобили в аренду. И сделали специальную колонну, там 100 машин, что ли. И сдали ее в аренду. А было круто, ну какой там 89-й год, тебе дают автомобиль «Волгу», да, она твоя, считай. Пускай шашками, желтый, но это классно. И мы взяли, я, потом мой приятель еще там присоединился, взяли эту машину в аренду, у нас была своя машина, боже мой. Не то, что мы ездили много по улицам, потому что нам оказалось выгоднее делать моторы на рынок, а плюс к этому была своя руками машина. моторы делали? Да, я механик. А сейчас можете собрать? Могу. Но сейчас таких моторов уже нету. Но все равно. Я был неплохим механиком в спортивной команде. Я гонялся на Формуле Эстония 21М и на Волге. Все они были как-то переделаны. Ну, Эстония – это просто гоночный автомобиль, сделанный в Эстонии. А в катастрофу вы попали на каком автомобиле? По-моему, на «Жигулях». Катастрофу? Да, когда вы врезались в столб на повороте. Вообще в на аварии... скорости 150 км в час. В этой аварии, так понимаю, что пострадал больше Евгений, штурман. Да, он пострадал больше. Есть несколько секунд, в которые принято думать, у человека самые важные мысли пробегают. И иногда говорят, нет, фигня, это все, ничего не пробегает, тебе просто страшно. Не страшно точно, потому что это быстро очень все происходит. Что ты можешь сделать? Что ты успеешь сделать? Бояться в это время просто некогда. Страх или там переживания, они после всего. А пока ты думаешь, куда, можешь ли ты повернуть, хочешь ли ты повернуть, а уже не можешь. В общем, какие-то такие. Это доли секунды, но на самом деле. Очень маленькое время проходит, пока ты понимаешь, что уже все, и бац. В самом начале было. Мы разбились в 2005-м. Ну, там повезло еще, на самом деле. Правда, разбились сильно. Там Женя был там, и в реанимации. А через год раз мы ту же гонку выигрываем. Это было очень, очень сильное впечатление. Сейчас вы как водите машину? Я всегда, как всегда, особенно после начала занятия гонками, я аккуратно вожу. Автоспорт – это вообще полезное дело, сильно улучшает безопасность на дорогах и спасает жизнь, особенно молодым. Будь я начальником, я обязательно в молодежный спорт, мотоциклы, все на трассу. Сына своего пытались приобщить? Пытался, он картингом занимался, потом уехал в Англию, здесь уже другая жизнь. Но вообще автоспорт и вообще спорт – это очень важное упражнение для воспитания, для становления и для безопасности. Потому что то, что человек, ребенок потратит на спортивной трассе, он не потратит на дороге. И просто не потратит жизни, потому что в жизни это опасно. И на дороге, и просто идешь ты по улице, и если у тебя слишком много адреналина и не слишком много мозгов, это опасно. Лучше спусти его там. На горных лыжах, на эндуро, на мотоцикле, на даунхилле, велосипеде. Это супер полезно, важно. Это круто и здорово. Автоспорт, который я делал, он, наверное, слишком дорогой. Но есть много других возможностей. Ваши родители знали, что Сергей стал бандитом? Да. Как стал бандитом? Опять это такой... Для нас, для всех, для моего отца это была огромная трагедия. Дальше происходит загадочное событие. Он исчезает. Считается, что он вроде как уехал в Испанию и там пропал. Правильно? Да. У него ребенок был. Да, Рома. Он сейчас в России. Его внук здесь, в Англии. То есть, я заботился. То есть, семья общается? Да. И только общается. Нету вашего брата? Да. Брат выбрал, или как-то у него получилось, не та жизнь, которую мы все бы одобряли, но родной человек, да. Наша боль и трагедия. Это правда, что когда Дмитрия Борисовича стали уж прям сильно давить в России, одним из финальных аккордов была повестка на допрос, связанная с тем, что вашему брату инкриминируется участие в преступлении? Нет, там другая история. Рома его сын, да. Он, и вот что правильно, он хотел разобраться в его судьбе своего отца. У него есть подозрение, что его убили, там в Испании. И вообще, есть еще бытовой такой момент. Если человек жив, то где он? Если умер, то давайте признаем его
умершим. И Рома начал процесс, который включает в себя открытие уголовного дела там, и все такое прочее. И были какие-то процессуальные там движения, но что касается моего отца, то его уже дергали по совершенно другой истории, уже по моей. То есть меня обвиняли в мошенничестве, и были обыски, связанные с этим. Нет, Это уже... мошенничество – это не покушение на жизнь человека. А я так понимаю, что то дело было связано с тем, что вашему брату инкриминировалось убийство. Ну, моему брату много чего инкриминировалось, но ничего не было инкриминировано толком. И моего отца последние годы уже, да, и если его вызывали, то вызывали по моему телу, а не по какому-то еще. Какой-то консенсус в семье был? Вот вы его считаете, внутри себя считали, пока папа был жив, живым или мертвым? Мы не обсуждали эту тему. А мама? Мама тоже. Для нас это была такая очевидная, понятная боль, которую мы не слишком теребили. Заботились, да, о Роме заботились. И не только, у него еще и дочка есть. Все это хорошие люди, все существуют, как ни странно, все в Англии, кроме Ромы. Да, ну, еще раз, бывают жизненные трагедии. Вот одна из них у нас такая. Я когда смотрела фильм про вашего папу, я не знала всей истории, но мне тогда показалось, что Дмитрий Борисович к Оге, своему партнеру по Билайну, относился как к старшему сыну. Что-то в этом... Очень нежно. Есть да, такое. В этом есть какой-то такой перенос, да? Есть, да. А вы не ревновали? Нет. Почему? А почему вас в фильме нет? Ну, а зачем? Ну как? Я не чувствовал себя героем этого фильма никак. Оги интересен. Оги, во-первых, он партнер и создатель, сосоздатель. Сам по себе интересный человек. Полицейский. Да, вот что такая. Тоже, понимаете, вот тоже меня навело это на мысли о том, что, может быть, Дмитрий Борисович с ним обсуждал какие-то вот такие вещи. Нет? Нет. Оги вызывает у меня дикую зависть, прежде всего, тем, что он может пойти служить полицейским. Это так круто и так завидно. Вы все еще можете пойти работать таксистом. Нет, ну, слушайте, это не то. Нет, ну, если что случится, у меня есть рабочая профессия, и не только автомобильная. Нет, другое. Для советского человека и постсоветского человека, как бы нормального, мысль о милиции, полиции вызывает понятные гамму чувств. Да? Угу. Менты, все нехорошо и так далее. А человек пошел служить в полицию у себя там, да? Служить обществу. Это почетно. Там тоже, правда, есть свои дискуссии. Полицию любят и не любят, но все равно мысль пойти служить полицию. Ему может прийти в голову, и он может ее реализовать, а я не могу. Представить, что я пойду служить в полицию в России, это такой позор, да? Хуже, чем бандитом стать. В этом смысле я очень завидую этому американцу. Между собой вы общаетесь? Да? Он очень интересный человек. Как бывает так, что мудрость и специфические знания. В каких-то моментах Оги знает про Америку меньше, чем я. И, может быть, это свойственно какому-то слою американцев. Например, мы что-то обсуждали, Трамп как раз пришел, роль Америки, я что-то упомянул ленд-лиз, и понимаю по глазам, он не знает, что это такое. Я ему рассказывал, что такое ленд-лиз. И этот человек был настолько близок к Дмитрию Борисовичу, который обладал энциклопедическими знаниями. Бывают какие-то странные особенности образования человеческого. Оги очень мудрый, деятельный, бизнес и все такое прочее. Но некоторые есть области, удивительные лакуны. Вот было-то такое. Да, бывает. Когда вы принимали решение поступать в МАИ, с чем это было связано? Ну, история, конечно. Мой отец учился в МАИ на том же радиофакультете, 4-й, на старой территории. То есть у меня не было вопросов, я сразу пошел и поступил. Кстати, поступил сразу. А что еще делать? То есть я чувствовал себя инженером, и вообще такой майндсет инженерский, он был в нашей семье достаточно силен. Как бы настольная книга, часто вспоминаемая, это «Таинственный остров», гимн инженеру. Все можно сделать. Единственное, что табак ты не вырастешь, быть может, а остальное все построишь, отольешь из железа ружье и все такое прочее. Поэтому Московский авиационный институт, какой еще? У меня вообще была такая детско-школьная концепция, что хорошо бы зимой рабочее время, значит, я инженер, а вот летом я буду наниматься в экспедицию водителем. Ездит на ГАЗ-66 по всем этим прекрасным археологическим или каким-то еще экспедициям. Была такая автобаза Академии наук, там были эти вот эмблема, помню. Ну, детство прекрасное. А сейчас о чем мечтаете? Ну, да, сейчас больше мечт, связанных с детьми и со внуками, с книжками, чтобы читали. Когда образовался Вимпелком Билайн, вам было примерно 23-24 года. Да. А когда у вас появился первый мобильный телефон? Ну, в общем, я пользовался привилегией там просить мобильный телефон. Значит, какими коррупционными, я бы сказал, привилегиями я пользовался у своего родителя. Я у него выцыганивал
элементы, там, транзисторы, резисторы, еще в школе когда был, то что-то там паять, всякие цветомузыки, телевизоры и все прочее. Всякие дефицитные, иногда железки. У них было производство опытное. И, например, оно было в состоянии сделать шарнир для паруса. Тогда появился еще виндсерфинг в Союзе, тоже одно из привилегированных увлечений. Я это делал. Я поступил в спортивную секцию, где вот как раз был не виндсерфинг, а у них был дефицит. Им нужны были текстолитовые такие пластинки в пару штук такая, чтобы он меньше болтался бы. Ну, конечно, я пошел к родителю, говорю, слушай, нужен текстолит. А потом нужно было сделать шарнир для того, чтобы втыкать там мачты и доски. Я пошел, значит, к родителю, скажу, вот можно ли сделать. И они сделали на военном производстве. До телефона был радар-детектор. Они, значит, в 90-е годы, нищета, надо как-то выживать. Они там в РТИ, мощное предприятие, сделали радар-детектор, который сигнализирует, что тебя мент на скорость ловит. Коробочка такая, которая сигналила. Они сделали, значит, они думали продать это на какой-то завод, нет, чтобы самим это производить. Но несколько штучек я, значит, уцепил себе, был очень этим рад и доволен, и даже кому-то там переподарил. Ну и к той же серии относился телефон. Я занимался своими мелкими делами, бизнесами автомобильными. Ну вот, да, у меня был мобильный телефон, и это было очень круто. Невероятно круто. А какой у вас на конце был номер? Это было потом, когда появился GSM, сначала был телефон короткий, без выхода в сеть. Потом... это между собой можно было, да, разговаривать? Да, потом появился уже с городским номером. С городским номером просто стоило очень дорого. Нужно было звонить через восьмерку, через межгород. Да, чтобы попасть в Москву, надо было позвонить по сотовому телефону на восьмерку, оттуда переключиться на ТЦ. А купить городской номер, это было дорого очень. Номерная была маленькая, не было свечей. В общем, был дефицит. Счет телефонный был там, $1000 в месяц. Знаете? Это 90 там какой-нибудь 5-й год, 94-й. Значит, до 99-го года, когда появилась коробочка пряничниковская. В общем, телефон – это радиостанция. Да? В Союзе было не положено владеть радиостанцией. Нужно было разрешение и удостоверение, где написано, что такому-то разрешается, такая радиостанция менялась раз в год. Даже хуже было, чем с биноклями. Еще бинокли было, ничего нельзя носить. Короче, с телефона было нужно носить карточку разрешения на ношение. И менты проверяли. Мощный маркетинговый ход сделали перед каким-то Новым годом, сделали коробочку, то есть коробка, в ней телефон и удостоверение на любое имя. Это было великое достижение, потому что до этого покупка телефона был процесс, который занимал дни, ходил, платил деньги, потом тебе выписывали, и все, сложно было. А тут прям сразу раз и купил. Это было великое достижение в эпоху, когда нужно было носить разрешение на телефон. Как папу поменяли большие деньги? Не то, чтобы его поменяли. Он, мне кажется, в этом смысле не поменялся. Может быть, у него появилась такая иногда проявлявшаяся привычка, не привычка, а что ли, идея, что, окей, деньги – это всего лишь деньги. Решим, да, отдайте денег. У него такая была попытка какие-то проблемы решить, побольше заплатить. А у мамы? Никак не изменили. Мама, мне казалось, что у нее просто деньги не вызывали должного внимания. Ну, их не было. Вот, поэтому она их не считала. А когда появились, она тоже их как-то не считала. Был случай, нас ограбили, полно ограбили. Стали выяснять, как случилось. Дело было, правда, в закрытом поселке, но улица, там люди ходят. И она, значит, на кухне вытряхивает там сумочку и считает в ней деньги. Много денег, там, 1010, что ли. Я смотрел, что на следующий день сограть. Моя Павловна не питала никаких эмоций. Да. А криминал? Ведь как на одного из партнеров Дмитрия Борисовича было нападение совершено. Ну да, криминал существовал, да. Ну как, это же не имеет отношения к характеру. Ну, ты должен становиться, там, не знаю, более внимательным к окружению, более подозрительным, наоборот, стараться все это спрятать. Охраны никогда не было. Был охранник после вот известного случая, который описан в фильме, но это такая охрана скорее. Ко мне навстречу идет какая-то толпа ребят. Не обращаю внимания. А вдруг абсолютно ни с того ни с сего от этой компашки отделяется 1 или 2 человека, абсолютно молча подходит ко мне и так очень крепко бьют по физиономии. Ни слова не говоря, молча. Бам!
Так. Тогда потом посыпались всякие догадки. Все было совершенно понятно, тебя хотели запугать. В общем, от криминала надо было защищаться системно, а не локально. Системно означает, что не допускать существования сил, которые хотят как-то тебе повредить. Надо жить свободно и ходить с охраной, как ходить под конвоем. Очень противно. Значит, надо делать так, чтобы у тебя бы не было бы причин, чтобы тебе бы желали зла. И не носить с собой денег. Какие деньги? Карточка. Телефон, телефон, да. Потом уже стало не слишком актуально. Телефон превратился не в аксессуар, а в, просто, да, лежит. А помните, были телефоны безумно дорогие, господи, Верту? Да, помню. Прошло все, мне кажется. Хотя сейчас есть такие или нет, Верту? По-моему, сейчас есть айфоны, инкрустированные там разными камнями. Люди могут придумывать массу всяких глупостей. Было у отца какое-то такое сумасбродное желание, которое он реализовал именно потому, что у него появились деньги? Нет, попытка решить что-то деньгами в лучшем смысле этого выражения. Там премию организовать, давайте потратим денег, давайте. А решить какую-то проблему такую экзистенциальную, конечно, нет. Я это сформулирую как добавленную стоимость. Ты тратишь деньги, они должны в результате стоить, проект должен стоить больше, чем просто деньги. Просто раздать деньги – это неправильно. Нужно что-то создать, чтобы что-то появилось, а не просто кто-то получил деньги и ушел. В какой момент у вас с отцом произошел разговор о том, что вы будете заниматься делами фонда, менеджментом и каким-то, управлением деньгами? Я не занимался каким-то своим бизнесом или перестал им заниматься там уже давно. И занимался тем, что помогал. И во многом, повторяю, моя роль тростей. Просто очень часто бывает так, что когда успешный человек берет в свой бизнес ребенка, это такая история, что что-то наш мальчик себе не нашел. Поначалу фонд, деньги, которые появились у отца после продажи Билайна, эти деньги были предназначены. Это большая вообще история интересная, как менялось сознание. И название династия. Да? Династия. Что такое династия? Для потомков. Поначалу думалось, что нужно, чтобы этот фонд, на нем бы поигрались, дети бы, внуки поучились жизни и всему-всему. Но потом выяснилось, что это неправильная история. Почему? Да? Учиться в школе надо. А деньги, они нужны для чего? Для чего-то полезного. Для того, чтобы мир был бы лучше. Если говорить про внуков и про потомков, надо сделать так, чтобы мир, в котором они будут жить, был бы лучше. Возникла идея фонда династии. Миссия состоит в том, чтобы делать мир лучше через то, чтобы было больше образованных людей. А если люди образованы, то есть выше шанс, что они сделают что-то приличное в смысле общества. В двух словах идея нашего понимания просвещения. Этот процесс у нас кристаллизовался к 2008 что ли, году, когда формально разделили фонд, приписали формальную миссию, и все такое прочее. По одной из версий, важнейшей причиной продажи Билайна стало то, что Дмитрий Борисович понял, что он один не справится с государственной системой, которая хочет у него этот Билайн отнять. И он выбрал Фридмана как одного из тех, кто справится, чтобы ему это продать. А быть частичным собственником, то есть продать сколько-то процентов, он не хотел. Так, нет? Он по духу предприниматель, у него лучше получаются стартапы, такая авторитарная стадия, когда ты сам все решаешь, быстро решаешь, без процедур, а скорее по наитию, можешь быстро поменять решение. Скорость очень важна. Просто не так интересно было бы работать в регулярной структуре, в процедурах. Он скорее их любил, имел тенденцию нарушать, чем создавать. Это один из факторов, мне кажется. Другая эпоха настает. Появился Реймон, появился Путин, появился такой новый, воистину олигархический капитализм, когда решают больше связи и положения и партнер, чем бизнес как таковой. И он говорит, что уже хорошо бы в этом не участвовать, и нужно начинать новую жизнь. И он начал. Где эта развилка? Хорошо бы в этом не участвовать, или я так счастлив в этом участвовать? Ведь очень многие люди, в том числе мега состоятельные, считают за честь быть приглашенными в Кремль, получить орден, быть чьим-то советником, наперстником и так далее. Не знаю уж почему, но его тщеславие было скорее связано с людьми, с обществом, чем с начальством. Важно общение, контакт.
одобрение от людей, которых он уважает, а не иерархия. В какой момент стало понятно, что он будет интересоваться политикой и будет в политику тоже вкладывать деньги? То он не вкладывал в политику, а наоборот, он скорее ее сторонился. Мне кажется, Смотрите, вот он, например, в 2007 и 2008 году он приезжал на Селигер. Зачем? Он в интервью на «Эхо Москвы» говорит о том, что я хотел посмотреть, вот, как работают те структуры. Мне кажется, что важно, значит, смотреть, как люди работают, в том числе и с той стороны, которая тебе не нравится, и так далее. Это правда. Это было любопытство в какой-то степени, но не главное. А главное – это контакт. У нас просвещение, да, мы про книжки. Мы должны сказать что-то убедительное, ведь там же молодежь, там же люди. Мы должны быть убедительны в той картине мира, которую продвигаем. Да? Поэтому надо съездить туда, надо рассказать, надо общаться, нужно убеждать. Да? Слушайте, в то время еще, если, знаете, такой есть Марков, так он тоже там в Крым что-то приглашал. Он теперь иноагент, этот Марков. Да, Может, он за это и иноагент? Ну, это было так уже давно, что и неправда. Тогда было гораздо больше всякого общения и разделения на уж таких... Свой-чужой? Совсем, да. Была дискуссия. Но он потом публикует фотографию молодых гитлер-юнгендовцев 1935 года и пишет, что ему напомнило собрание на Селигере ровно вот это. Так Да. как же он там себя чувствовал? Ну, а как? Надо же попытаться побороться за этих ребят. Если в мире есть кто-то, кто с тобой не согласен, что ты будешь делать? Первый – автомат, значит, уничтожить. Б – забор. В – переубедить. Ясно, что В – это нужно попытаться приобрести сторонников или переубедить, в общем, как-то договориться, чем заборы ставить и, не дай бог, уничтожать. А что еще можно сделать? Выйти из игры? Что он в итоге сделал? Поставить забор. Мне кажется, он никогда так не ощущал и не думал, он куда уйти. Он москвич, он хотел жить в Москве. При всем при том, что происходило, он пытался, он хотел поменять, он надеялся на изменения. Ну, конечно. Надежда умирает последней. Не, заборов он не ставил как раз. Я уже не говорю про уничтожение. Разговаривать надо пытаться. В одном из интервью он говорил о том, что одной из точек важнейших невозврата для него стало дело Ходорковского. Да. Как у вас сейчас с Ходорковским складываются отношения, учитывая, что большую часть времени вы проводите в одном городе? Мы не проводим в одном городе. Я бываю, но как раз редко бывает. Это редкий случай, когда я здесь. Я проезжаю иногда. Ну, мы общаемся, да. Ну, вы единомышленники скорее. Смотря в чем. Ах, вот так. Да. Какая концепция на столе? В какой системе как надо поговорить? Если говорить про представление Михаила Борисовича об устройстве страны, что страна должна быть не президентская, а какая-то другая, там, федеративная, согласен. У меня нету каких-то противоречий, что ли, несогласий с Ходорковским. Меня удивляет, расстраивает его дурная репутация среди многих людей. Ну, там, журналисты его так сторонятся, да, общественники тоже сторонятся. А что значит сторонятся? У него целый медиахолдинг. Ну, это то, что он содержит. Да? Вот была история, как мы раздали совместно какое-то количество денег в помощь журналистам в связи с тем, что Трамп отрубил финансирование. И он дал денег, я дал денег. Я предложил, что пускай эти деньги распределяют 7 человек от нас никак независимых. Так народ не хотел брать деньги. Говорит, а вы скажите, что это не Ходорковского деньги. Что в них такого? Тем более, еще раз, деньги-то распределяют люди, совершенно никак от нас независимые. Но репутация у Ходорковского меня расстраивает, но все равно, мне кажется, это неправильным, нерелевантным, что ли, необоснованным. То есть вы считаете, что в обстоятельствах, в которых оказалась, скажем, российская оппозиция за границей, журналисты должны не поминать Ходорковскому прошлых грехов и попытаться начать с ним сотрудничать и верить ему заново? Видимо, я плохо знаю эти грехи или так их не воспринимаю. Важное замечание. Оппозиция – слово крайне спорное и непонятное. Ну, оппозиция, она, безусловно, есть. И люди, которые про власть, про легальный приход к власти и про легальное представительство во власти. Эта деятельность крайне опасна. Она запрещена в России. Она имеет очень маленький смысл вне России, потому что какая тут власть? Да? Тут нет никакой власти. Люди, которые не согласны с тем, что происходит в России, их, наверное, тоже можно называть оппозицией, но это определение ведет к куче недопониманий. Вот я не согласен с Владимиром Путиным, да? И там не нравится еще такое прочее. И Гиркин не согласен. Мы что, одна оппозиция, что ли? Мы сильно разные.
Да? Поэтому несогласие с тем, что происходит, просто само по себе не должно приводить к отнесению в одну группу. Еще раз, я, видимо, плохо знаю жизнь, и мне не очень понятна такая репутация у Ходорковского. И жаль, мне кажется, потому что это может быть Вы что-то готовы были ограничивает. бы объединить с ним усилия, помогать его средствам массовой информации, ставить перед собой какие-то общие цели, задачи и идти к их исполнению? Ну вот мы один раз поставили, мы вместе помогли журналистам. Это подход, который, мне кажется, должен снять любые вопросы с В вашем репутацией. отношении к Ходорковскому? Это наш общий проект. Да? Мы отдали деньги точно на хорошее дело и правильно сделали. Но, тем не менее, когда обычные люди достигают определенного уровня денег, я не знаю, может, это только в России, но, по крайней мере, так всегда было, им всегда хочется иметь одно, может быть, два, а лучше больше СМИ, которые они бы контролировали. У вас такая попытка тоже была? Вход в «Медузу»? Нет, я пытался придумать что-то, чтобы было таким общественным и отделенным от денег, как сейчас говорят коллеги. Ну, я видел, что там лента раз пропала, все так сложно, плохо, независимая пресса пропадает. Надо сделать что-то настоящее и независимое. Там было два важных инвестора. Вы и Ходорковский. Переговорщиком были вы. Да. И финал этих переговоров, кончившийся неудачно, Да. вы с Тимченко объясняете по-разному. Она говорит, что вы хотели контролировать операционные процессы, вы говорите, что вам не понравился бизнес-план. Что просто два разных взгляда. Но на одно и операционный то же. процесс контролировать, все-таки контролировать СМИ, значит. Ну, знаете, приносят тебе бизнес-план. Сладкий, да, с прибылями. Ну, то есть мы хорошо заработаем. Точно? Да-да-да, все. Надо столько денег, много, но и заработать и много. А если что не так, то что делать-то? Ну, это справедливый такой вопрос. Если вы приносите бизнес, то давайте уже говорить как бизнес. Если вы берете на себя обязательство хотя бы отдать деньги, то что будет, если вы их не отдаете? Это неразрешимое противоречие. Нельзя или очень сложно поженить. Тогда прописывается, что будет, если вы их не отдаете. Ну да, что будет, что вы не отдаете? Ну, что-то будет. А что будет? Мало ли что бывает. А что будет? Ну Долги. что? Ну долги что будет? Но это не контроль за операционной деятельностью. Если я вас ввела в долг 20 рублей Да. и сказала, верну в следующем году, Да. вы же не будете следить за тем, как я их трачу? Мало ли на что их потрачу. Нет, если вы их не отдаете, никак вы А вот хотите. если я их не отдаю, Да. тогда вы подаете на меня в суд, сажаете меня в тюрьму. Нет, сажать в тюрьму это не наш метод. Ой, какая собачка. Вот. У вас есть магазин. Вы взяли деньги на открытие этого магазина. Магазин не отдает денег. Да? Происходит банкротство. Банкротство – это означает а. смену акционеров, да? б. смену руководства. Вот смысл банкротства. Если вы почему-то не отдаете долг, это причина для того, чтобы кто-то внешне пришел и посмотрел, что вы там делаете. Значит, происходит вход в операционное управление. Да? Это противоречит независимости журналистики. Ну, как это нас тут отдадут? С другой стороны, это смотрится по-другому. Значит, дай денег и отвали, и больше даже не подходи. И даже не спрашивай, даже близко не подходи к этому. Отдадим мы тебе, не отдадим, неважно. Это неразрешимое противоречие. И в таком сетапе, который мы стали там пытаться конструировать, просто это не работает. И поэтому мы сказали, ну, ребята, тогда просто мы расходимся. Ходорковский с вами в тот момент был согласен. Да. Это было консолидированное ваше с ним решение. Да. Ну, вы его просто озвучили. Я вел просто, мое было. Значит, к этому времени мы дали то ли всего 250, то ли по 250 каждый. Ребята, вы начинаете, потом в процессе мы договорились, берем риск такой, что если что-то не получится, спишем. Мы и списали. Да? Деньги, которые мы туда положили, они были по честное слово, и сказали, все, это вам, да, а мы ушли, вы там дальше сами. Вот и вся история. Мне кажется, мы безвозмездно дали денег на «Медузу». И я счастлив, что мой маленький портретик где-то там висит со словами «спасибо», как и Ходорковскому, тоже на тех же условиях отдал. А у нас была паритетная история, поэтому мы вдвоем подарили какую-то частичку жизни независимому изданию. И мне не очень нравится, когда говорят, вот, там хотел получить СМИ и так далее. Ну, вообще, хотели бы СМИ? Нет. Ну, вот у Ходорковского их сколько? Я не медиаменеджер. Ну, так и он не медиаменеджер. У него есть какая-то причина, какое-то соображение иметь СМИ. Мне кажется, это вредит. Очевидно вредит. Что вот у Ходорковского есть, мне кажется, бесспорно, это центр досье. Это расследовательская вещь. Расследование – штука дорогая. Их как-то надо кормить. Это вещь не очень публичная, в смысле для публики не такая очевидная. Расследователи не СМИ. Это те, кто поставляет расследование, а вот СМИ уже должны проверять, как они расследовали, какое качество этого расследования. В общем, тут должны быть свои роли. Расследование само по себе
важное и дорогостоящее дело. А вот медиа, которое должно быть в каком-то смысле независимым, это тоже неправильное слово, независимость. Всем от чего-то зависим, но медиа должно вызывать доверие, да, тому, что оно делает, тем мнением, которое оно транслирует или высказывает даже, да, разрешению конфликтов интересов. Это вот супер важно. И поэтому медиа, которое кому-то принадлежит, да, и публика не знает, насколько учитываются интересы этого, кому принадлежит и медиа. Ну, публика вот всегда проблема. имеет все-таки опыт 90-х, который не так уж далеко от нас ушел, когда мы все плюс-минус уверены, что медиа, которое принадлежит человеку А, никогда не будет про него плохо говорить. Точно так же, как медиа принадлежит человеку Б, не будет про него ничего расследовать. И идея покупки этого медиа, видимо, изначально заключалась в том, чтобы тебя-то точно не тронули. Я не знаю, стоит ли предполагать, да, кто на ком стоял, но то, что проблема вами описана, очевидно, так оно и есть. И поэтому я никакого медиа, зачем? И отъехав за границу, эти люди все равно завели собственную медиа, которые теперь здесь между собой воюют. Ну да. Я эту тему обхожу стороной, мне кажется... смотрите, окей, какая технология быть может. Можно пытаться влиять на независимые медиа как-то, я не знаю как, авторитетом давить. Можно завести себе собственное медиа. Можно мочить противников, чем политики пытаются заниматься. Окей, ФБК. Да? Значит, когда ФБК был вынужден перебазироваться, одна из задач была сделать медиа-империю. Медиа – это была большая часть ФБК и в России. Да? И какая разница с Ходорковским? Да? У Ходорковского, предположим, есть, или там у него есть какие-то свои политические задачи и цели. У них есть медиа-империя. Навальный тоже медиа-империя. Принципиально разницы никакой нету. Соглашусь. И, кстати, в отношении Алексея и ФБК, мне кажется, ситуация была просто заявлена так. Да? Вот политика, вот наш рупор. Мы, значит, устраиваем у себя медиа-империю для того, чтобы продвигать свою точку зрения. Окей. Но участвуя в жизни ФБК, получается, что вы участвуете вот в этих вот СМИ-войнах. Я не участвую, поэтому... Уже не участвуете, участвовали. Я особенно и не участвовал. Моя роль была не в том, чтобы участвовать в каких-то войнах. Вообще, значение моего сотрудничества с Алексеем – это практика прозрачности. Вот есть политик, и у него понятное отношение с деньгами. Откуда у него деньги? Откуда у ФБК деньги? Да? Там не все должно было показывать, потому что всегда ФБК был под давлежом. Но хотя бы был пример, что вот есть один человек, который вот так поступает, и поступает это так все. А самое главное, есть человек по имени Навальный, который декларацию просто делает своих доходов. И они честные. И вот они интересы, вот деньги. И не остается вопросов о том, кто финансирует, кто руководит, не знаю, там, дергает за ниточки. В этом был смысл. А не в том, что мне нужно было какое-то участие в медийной или какой-либо еще сфере ФБК. Это одна из причин, кстати, почему я не поддерживал и не устанавливал связи с ФБК как раз, да, чтобы уменьшить этот конфликт интересов. А вы с Алексеем познакомились в 2006-2007? Нет, мы познакомились вокруг 2011 года. Вы его в ЖЖ читали? Да, читал в ЖЖ, и где-то я на каких-то тусовках политических, московских, яблочных, его где-то мы столкнулись. Он заводит себе ЖЖ в 2006-м, вы заводите себе ЖЖ в 2007-м, и пишете там даже какие-то комментарии, то есть это какая-то такая активная интернет-жизнь. Да нет, я даже не помню, что там писал. В общем, я совершенно не медийное животное, но политикой я стал интересоваться, наверное, как и многие. На меня глубочайшее впечатление произвело вот это голосование 2011 года. Я был наблюдателем, какой-то был энтузиазм, показалось, что можно на что-то повлиять. И мне кажется, мы, конечно, повлияли. Была борьба. Где мы проиграли, но, конечно, мы влияли. Я получил бумажку от «Яблока», как сейчас помню. Это было, конечно, сильное впечатление. Количество розовых очков у меня на носу сейчас сложно пересчитать. Тогда их было максимальное количество. Я тогда просто не понимал, что происходит. Как у меня на глазах подтасовывают результаты. Как же можно? Вы же там были учителя, в школе было дело. Я там, как один из членов комиссии, ходил по инвалидам, там собирал. А потом уже, когда начался подсчет, вот передо мной все это происходит. Тогда были такие либеральные времена, когда были разные люди, наблюдатели. Там были и коммунисты, два молодых, господи, несчастные дети. Был прекрасный человек,
Вульф Маркович, он жил по соседству на Соколе. Он тоже был, я не помню, от какой партии. В общем, мы все смотрели, не могли понять, как это может, что это такое. Вот эти люди, такое ощущение, что у них рога выросли сейчас. Да? Это было невероятное ощущение. Я понимаю, почему люди в тот же, когда там они собрались в день на бульваре, митинг, я тоже там был. А вы туда пошли прямо на уличную акцию? Да, возмущение было невероятное. Повторяю еще раз. Количество розовых очков на носу. Когда они лопаются, конечно, ты видишь, смотришь на этот мир очень безоружно. И личная встреча с Навальным, когда у вас это произошла? Мы где-то потихонечку сталкивались, я сейчас уже детали уже не помню. А Шурков, Володя, чуть ли не с ним, это какая-то среда, где мы вместе где-то тусовались. Ашурков, Александрина Маркво, где-то мы были все на одних улицах. Детали сейчас я не вспомню. Надо, кстати, спросить. Но идея финансово помогать Навальному, это была идея такого долгосрочного планирования, что, возможно, этот человек сможет переменить ситуацию, или это был эмоциональный порыв? Я так не думал, но мне казалось важным. У меня всегда вот эта фишка. Мы недавно построили династию. Борд, совет, эндаумент, все было сделано. Я как-то думал все в этом ключе. Мне казалось, что деятельность Навального должна быть прозрачной по правилам и так далее. И тогда появился ФБК. И я там каком-то из юрлиц, я был каким-то там, не знаю, попсоветом. Их было много, этих лиц. Но неважно, концепция ФБК появилась примерно в это время. Я не хочу сказать, что там я стою у истоков, но идея прозрачности, понятности, вот та идея, с которой я пришел на встречу, я помню, где мы на салфетке что-то рисовали, это было Хаят на крыше. В общем, какой-то бар, мы там сидели втроем как раз с Алексеем и с Володей. И я говорил о том, что, слушайте, сделайте фонд, я туда хочу открыто какие-то класть деньги. Так и пошло. Эта идея, она была в воздухе. Я не помню, когда вокруг этого образования ФБК, или чуть раньше, или чуть позже, был такой клич, на который откликнулось человек 10, публично дать Навальному деньги. Там был Гуриев из этих 10, мы там все повстречались как-то пару раз, но потом начались проблемы. Шурков уволился из Альфы там вскоре или там вокруг этого времени. Этот парень, что же, у меня память такая плохая, из страхового бизнеса тоже потерял работу, уехал. В общем, в те травоядные либеральные времена давление было таким мягким. Отец вас как относился к идее инвестировать в политику? Ведь, по сути, это инвестиция в политику. Это не инвестиция в политику, это гражданская активность. Мы ходим на митинги и участвуем деньгами. Нет, это никакое инвестирование в политику. Мы не покупали себе политика, ни в коем случае. Более того, это была моя деятельность больше, чем родители моего. Он говорит, не надо шуметь, надо тихо. Дай ты ему денег и все. Ну что ты... К нам же придут. Вот. И пришли. Да, когда признали иноагентом сначала Либмиссию, а потом нас, поводы были там какие-то семинары, которые делали Либмиссия, но связку сделали с нами, что вот фонд «Династия» получает деньги за рубежа, наши же деньги, и поэтому, значит, вот иностранный агент. Либмиссия подала апелляцию, в общем, их потом разобрали, а мы сказали, такое оскорбление нет, мы просто не будем. Но, конечно, я получил там слова, что вот видишь, я тебе говорил, куда ты попёрся вообще. Слово «агент» для поколения наших родителей значит совершенно другое, чем для нас. Уже для нас уже тоже значит, но в те времена все-таки агент, торговый агент, мало ли какой, а для старшего поколения агент иностранной разведки тут же. Это страшное слово. Страшное слово, да. Обидное, оскорбительное и страшное. В какой момент вы с Навальным становитесь друзьями уже вот такими по-человечески? Я не могу сказать, что мы были друзьями. Мне вообще слово «друг» — это такое... Я опасаюсь его всуе произносить. Я не могу сказать, что какие-то специальные отношения. Я знаю семью, конечно, да. Если я правильно владею информацией, то вы до сих пор помогаете его семье. Это не означает дружбы. Это такие мужские обязательства, нет? Да. Сложно определить дружбу. Еще раз, я к этому слову отношусь с каким-то трепетом и стараюсь его не использовать. Одно дело Алексей, другое дело ФБК. Это не одно и то же. Прежде всего потому, что отношения, доверие наше, например, это не то, что можно унаследовать, и не то, что можно передать. Так что Алексей – это отдельная история, и семья его отдельная история. ФБК – другая история. А в какой момент вы поняли, что это разные вещи? Скорее, это не момент, а
период, промежуток, когда я не стал разговаривать с Алексеем на эту тему. Я еще как-то не разделял. Алексей, да. У него есть команда, которая должна, прежде всего, заботиться о своем лидере, который сидит в тюрьме, и сейчас еще напрягать какими-то сложностями, которые, мне кажется, там у них происходит, это неправильно. А потом уже было поздно, уже не с кем было поговорить. Я сейчас думаю, что проблемы, я вам не скажу за всю Одессу, только за себя. На мои отношения к ФБК влияет вот это несоответствие. То есть я ожидал, что они будут делать то, они делают другое. И, в общем, это моя проблема, мои ожидания. Они не обязаны мне что-то делать, они не обязаны соответствовать моим ожиданиям. И надо было, может быть, даже пораньше как-то это обстоятельство понять и эмоции на этот счет придушить. Потому что Алексей и ФБК – это разные вещи. Надежды на то, что должен из себя представлять ФБК – это мои надежды. Никто ничего на этот счет не обещал. И не надо было ничего ожидать. Делают они то, что считают нужным. И хорошо. Надо сказать, что делают вообще вещи важные, может быть, не актуальные, но важные. Например, расследование, которое они делают, мне кажется, имеет малое значение. Кому интересно, сколько там эскортниц взяли в Роснефти. А потом будет важно, мне кажется. Почему? Они делают важную работу. У Высоцкого есть одна из песен в военном цикле, где там слова такие: «И когда наши девушки сменят шинели на платьице, не забыть бы потом, не простить бы и не потерять». Вот они про не простить и про не позабыть. Это сейчас не актуально, актуально будет потом. Не простить этим гадам, что они делают, и всех перечислить. Этот элемент ненависти в жизни, мне кажется, должен быть. И хотя бы эта функция исполняется расследователями хорошо. Но вот это со всех сторон раздающиеся голоса про то, как все разочаровались в ФБК, большое количество интервью, в которых бывшие участники и нынешние участники ФБК поливают друг друга грязью, в общем, уже не стесняясь в выражениях, но свидетельствует о некоторых внутренних проблемах внутри структуры, к которой вы в том числе имели отношение. Проблемы всегда есть. А можно было избежать этого публичного выяснения отношений? Или это хорошо, наоборот, это новая модель разборок? Надежды, вот это правильное слово, да? Все разочарование, все вот эти крики, они происходят из-за того, что надежды мои или там кого-то не оправдались. Извини, брат, надежды были твои, ты их питал, тебе никто ничего не обещал. Да? И разочаровался ты не в ком-то, не в чем-то, а в надеждах своих. Обязательства, которые воображаем, нам кто-то дал, и своими надеждами. Да? У ФБК, у Волкова есть какая-то своя правда, свой взгляд и так далее. И ничего удивительного в том, что они не слишком совпадают с нашими или с моими. Нету. Это нормально. Хочется пожелать им всякого хорошего и так далее. И точно не давить своим пониманием того, что они должны были бы делать. Потому что я когда тогда делал всякие интервью и так далее, конечно, у меня были эмоции именно этого свойства. И жалеете сейчас об этих интервью? Нет, не жалею. Сейчас уже пора успокоиться. Да? Есть куча проблем и новая жизнь. В смысле, жизнь-то старая, просто она повернулась так, что мы сейчас видим ее по-другому, и проблемы сейчас совершенно другие. Война идет. Ясно, что Россия – это не то, что мы себе представляли год, 2, 3, особенно 5 лет тому назад. Мы сейчас видим ее совершенно по-другому. И интересно подумать, представить, что будет актуально. Ясно, не борьба за власть, на которую могут претендовать люди, сидящие сейчас в зарубежье. А кто? Может быть, кто сейчас сидит в окопе. Может быть, и, скорее всего, те, кто сейчас находится в каком-то круге властном. Они же все-таки умные все ребята и с инстинктами правильными. У них есть много шансов на то, чтобы собраться, устроить какое-то коллективное руководство или вождя выбрать. Я не думаю, что какая-то революция и взрыв грозит тому Мордору такой, что мы все приедем и отыщут броневичок и финляндский вокзал. Мне кажется, это малореальная вещь. Но, тем не менее, самый дискутируемый вопрос, но я хотела бы его задать в другом ключе. Вот мы с вами говорили о том, что когда Дмитрий Борисович принял решение об эвтаназии, вы не сочли правильным вмешиваться в его решение и его отговаривать. А вот Алексей, который, допустим, не друг, но довольно близкий вам человек, идеологически близкий и по-человечески, принимает решение вернуться после отравления в Россию. И есть тоже, наверное, шанс поговорить. Во-первых, отговаривать своего родителя я отговаривал. Другое дело, что отговаривал, а уважать надо. Алексей, с ним немножко другая история, потому что у меня даже не возникало мысли отговаривать. Мне казалось это очевидным.
с самого начала, я с этим вряд ли был, наверное, согласен. Ну, то есть я думал, что риск огромный. Но так, если подумать, и эмоционально, и разумно, вообще говоря, другого решения сложно себе представить. Что бы делал Алексей так вот? Алексей, прежде всего, пример. Он это прямо говорил же. Да? Я должен поступать так, как декларирую и во что я верю. Из этого следует, что я должен ехать туда. Просто это долг. И это мне казалось естественно, гармонично. Вот. Очень страшно. Но у меня не было никакой даже идеи отговаривать. А был ли у вас разговор после гибели Алексея с его вдовой Юлией о том, чтобы она шла или не шла в политику, наоборот? Нет, это немножко уже личная такая история. Если есть вопрос к Юле, это лучше к ней. Иногда связывают необходимость Юли и семьи, детей жить и на что-то есть, учиться и так далее с тем, чтобы участвовать в публичной политике. И была ли у Юли возможность, не участвуя в публичной политике, сохранить за собой уровень жизни? Вот в чем вопрос. Не знаю, скорее всего, да. Очень сложно комментировать, потому что у меня есть отношение к Алексею, к его семье, и уж точно я лишен возможности говорить что-то про политику в этом смысле, в этом ключе. Про ФБК еще что-то я могу сказать, а с Юлей это лучше к Юле. Я к ней хорошо отношусь и все такое прочее, но детали ее жизни публичные, а особенно частные, это лучше к ней. На каких курсах учат, не будучи согласными с решениями, с ними не спорить? Надо книжки читать. Если идет речь про квадратные уравнения, да, там можно поспорить, есть очевидные вещи. А когда идет речь о задачках этических, там нет уравнений, и нам желательно не использовать математические термины. Тут однажды был скандал в прямом эфире, когда некто сказал, что угнетаемое меньшинство – это константа или аксиома, что-то в этом роде. И это, конечно, катастрофа, потому что использование негодных терминов приводит к войнам. Ну, хотя бы таким эфирным или там каким, или публичным скандалом. И остается только читать книжки. Вся литература, или там большая часть, она как раз про то, как люди справлялись с этическими задачками. И нету формулы, нету единого решения, каждый раз приходится решать заново, и ответ может быть, при, казалось бы, тех же условиях начальных, может быть другим. И все правильные или неправильные. А если бы у вас была возможность о чем-то спросить батюшку своего, о чем бы вы спрашивали? Я бы с ним поговорил про 68-й год и про Чехословакию, и про то, как он себя чувствовал все эти годы. Я, с одной стороны, наверное, проявлял правильную деликатность, не говоря про это, не настаивая на этом разговоре. Но вообще мне интересно, 68-й год, тебе 35 лет, у тебя прошли все комсомольские иллюзии, ты понял, что это бандиты. 68-й год, подавление Пражской весны, это такой важный переход. Но дальше еще 30 лет... Как с этим жить? Как с этим существовать? Когда сегодня люди говорят о том, что как все плохо, как все ужасно, какая чернота, как жить дальше, я думаю, что, ребята, это еще не чернота. Чернота – это когда ты живешь вот тогда и понимаешь, что ничего не изменится. И некуда деваться. В общем, я бы на тему поговорил бы. Как вы себе представляете трансформацию политического устройства в России в ближайшее время? И хотели бы вы иметь к этому отношение? Ну, я, наверное, вряд ли уже смогу, и как-то опасно будет. С интересом буду смотреть. Точно не будет возврата к нормальности, к чему-то такому, чего мы хотим. Будет что-то другое. К нормальности это в том смысле стабильности, которую Путин продавал как свой главный... Ну, вернемся назад, и все будет прекрасная Россия будущего, там, демократия, чекисты уйдут и все такое прочее. Ничего такого хорошего уже не будет. Будет что-то другое, не знаю, более или менее страшное и неприятное. Сейчас не очень важно, кто виноват, там, Путин все это настроил или изначально какая-то. Неважно. Вот этот рекавер, осознание того, что случилось, того, что бомбили Киев, это осознание очень трудное, вернется не сразу, и может вообще не вернется, может потребуется поколение. А без этого все пути России будут такие, какой-то особости. Да? И дай бог, чтобы она была бы не смертельно опасной для всех остальных соседей. Людей не то, что не переделаешь, людям признать, что сделали что-то не так крайне сложно, а тем более такое преступление, убийство. Я не знаю, какие потребуются интеллектуальные, моральные, этические силы, и на какой базе вот представить себя, выйти на площадь и сказать: ребята, мы натворили такое безобразие. Разорвут в клочья же. Как разрывали немцев, которые пытались говорить, а что же мы наделали поначалу. Поэтому изменений хороших, да,
Я не жду, я жду более или менее плохих. Но в этом смысле вы разделяете людей и государство? Я имею в виду население и его правителей. Мне проще говорить про проекции сложного объекта на разные системы координат. Так его поворачиваешь, вот это государство, так поворачиваешь общество, какой-то там, не знаю, бизнес или что-то еще. Это сложно разделить, это стороны одной медали, пускай это многогранная, многомерная медаль. И, конечно, государство не поменяешь отдельно от общества. Это все явно взаимосвязанные вещи, а скорее всего это проекции или там стороны многомерного объекта. А какую роль в этом играют олигархи, люди, которые, по слухам, сейчас наконец-таки осознали, какая опасность грозит им, что там, не за горами национализация, что у кого-то уже отбирают, а у кого-то вот-вот отберут. Как ни странно, они могут сыграть большую роль, потому что им деваться некуда. Мудрая Еврокомиссия или кто там у них сделали все так, что запихнули этих людей обратно. Опять, мы не говорим про то, что это приятные люди. Они, может, 100 раз неприятные, но если бы 5 лет назад или 4 года назад их переманивали бы, как и многих людей, пускай они не очень приятные, но их нужно было выдернуть, по крайней мере, не попытаться. Но этого не было сделано, наоборот, они запиханы обратно туда, а там дикие джунгли, нужно выживать, и может есть надежда на то, что эти люди в джунглях что-нибудь придумают, что улучшит ситуацию, стабилизирует, сделает ее менее опасной для всех. Для них, прежде всего. Ну, можно же говорить о том, что у них уже появилось ощущение того, что вот это все, что у них, это уже их. То есть они как собственники на это смотрят. И не хотели бы отдавать заводы на благо фронта. Я не знаю. Я не могу копаться у них в мозгах, смотрю только снаружи. И то, что я вижу, мне кажется достаточно опасным для тех, кто находится там. И мне кажется, у них есть мотивация переделать или установить какие-то принципы в России, которые бы не были столь опасны для них самих. Вообще, единственный, мне кажется, случай в истории Российской империи, может быть, за исключением Ивана Грозного, когда спецслужба, опричники, кто угодно, были сверху. Вот сейчас чекисты сверху любой партии. Это, конечно, уникальная история, которая ничего хорошего не сулит всем оставшимся, да и самим чекистам. Так что, может быть, что-нибудь там трансформируется. Это другой аспект. Мы не говорим про то, что Россия станет приятнее, лучше или там отдаст Крым. Это другая проекция. А вот в смысле устройства и опасности для людей, находящихся внутри, может, что-нибудь они придумают. По крайней мере, непонятно, как они будут жить дальше. Неловкий вопрос, но важно спросить. Вот вы разошлись с Волковым на теме подписания письма в поддержку Фридмана. А если бы он с вами посоветовался, какой совет вы ему дали? Не знаю. Поддержать, не поддержать Фридмана, это правда вопрос интересный. С Волковым уже проблема не в том, что он подписал и не подписал, в том, что он соврал. Так я про это и говорю. А если бы он с вами посоветовался? То есть, с одной стороны, Фридман по отношению к вашему отцу повелся довольно... И опять, не в том дело. По-человечески. По-человечески, может быть, но опять у нас не было таких отношений, чтобы советоваться по поводу того, что ФБК считает нужным делать. Вопрос сейчас не в Волкове, вопрос во Фридмане, который сперва был в Украине, потом был в Англии, а теперь он в России. Ну вот. И этот человек вам не чужой, потому что ему досталось все созданное вашим отцом. Чужой, потому что я не имел с ним дела, и вообще сделку делал другой человек. Я знаком с ним. Но... У Дмитрия Борисовича до последнего времени был президентский кабинет в Билайне. Ну, это условия договора были, да. Нет, еще раз. То есть, по отношению к семье он повел себя, в общем, порядочно. Кто? Фридман. К семье какой? К нам? Вашей. Нет, он не сделал ничего непорядочного, но вообще-то отношения с Фридманом, конечно, были у отца немножко побольше, но у нас не было никакой базы, что ли, для общения, разные совершенно истории. Была сделка, в ее рамках был кабинет и все остальное прочее. Были какие-то отношения так далекие. Назвать Фридмана близким человеком я точно никак не могу. Но то, что с ним произошло, его положение изменившееся, как оно изменялось, мне кажется, это ошибка Европы. Пускай они какие угодно ищущие себе и все такое прочее, их можно было оставить, его можно было оставить здесь, в Европе, не канцелить, да, а использовать капиталы здесь. Ну, не знаю, мне кажется, это большая ошибка. И, вообще говоря, несправедливость. Ну, к несправедливости я относился всегда, особенно в те времена еще, как-то, в сравнении с тем, что людям сыпятся бомбы на голову, это справедливость мелкая. Абсолютно. Поэтому бог с ним. Богатый человек, он справится с проблемами. Так что сейчас уже после всего, как можно сказать, что это несправедливо, да? И главное, это нерационально, это глупо. Выгонять от себя деньги, давать ресурсы стране, которая их точно направит на очередную бомбардировку. На танки. Да.
Вы в одном из интервью говорили, что выбрали своей одной из важных жизненных стратегий сегодня – помощь Украине, понимая, что вот в нынешней ситуации это единственная возможная точка приложения того, чтобы изменить ситуацию. А в чем заключается эта помощь? Мы тратим достаточно, примерно четверть нашего бюджета на гуманитарные вещи, там, на библиотеки. Библиотеки. Да, мы же книжники. Символ, значит, нашей веры – книга – источник системного знания. А сейчас вам скажу, зачем нам эти книжки, если стреляют? Мы не можем, законы запрещают давать деньги на стрельбу. А так бы давали? Когда началось, мы отправили деньги сразу в Нацбанк и фонд Кличко. Сейчас ясно, что деньги наши копеечные. А потом нельзя. Европа, европейские законы плохо смотрят на участие в конфликтах третьих стран. А это для них третьи страны. А мы в Европе. И поэтому мы можем давать только очень аккуратно на всякие гуманитарные вещи. Но вы регулярно ездите в Украину? Нет, нерегулярно. А когда вы были последний раз? В декабре. А что вы там делали? Я привез какую-то помощь туда. Мы собрали, привез. Мне было важно приехать самому и посмотреть. А мы проехали всю страну от границы до Харькова. И какое было самое важное впечатление? Одна из вещей – не стоит переживать за русский язык. Люди разберутся, на каком языке им говорить. Эта проблема у них есть, они сами ее решат. Могут решить ее плохо, потом будем с этим разбираться. А потом, если честно, я не встречал никакого... то есть, если я говорю по-русски, с тобой говорят по-русски тоже. Никакой проблемы нет. Написано на границе, что граждане Украины должны говорить по-украински. Окей. А так еще? нет. Контраст. Есть люди, которые жалуются: вот я сегодня тебя везу, а мог бы уже быть в бусике. В Киеве было дело, таксист. До того, что воюют граждане, очень хорошо понимая, за что и почему. И кого-то призвали, кто-то сам пошел. Мотивацию я видел мощнейшую. И спокойствие. Да, бомбят. Вот тут бомбили, там бомбили. Сирена, дети играют, подвал. Это сильное впечатление. Им надо помогать, да, это хорошо. Это был тот мой вопрос, который я бы очень хотела задать Дмитрию Борисовичу, когда началась полномасштабная уже война. А вот смотрите, все ваши книжки не помогли. Значит ли это, что их нужно читать? Мне кажется, что это значит, что это ничего не меняет и не добавляет в ситуации. Книжки сами по себе, а дегуманизация сама по себе. Мы же не знаем решения, да, мы даже не знаем уравнения. Мир находится сейчас в таком явном кризисе, прежде всего идеологическом, ценностном. Это значит, что надо читать книжки. Единственное, на что мы можем опереться, это на человеческое знание, на то, как раньше люди проходили всякие истории, на то, как они трактуют, Слово Божие. И сейчас во многих аспектах жизни в нашем мире оказалось, что теорема о добре и зле не доказана. Ответы превратились в догмы, а догмы плохо работают. Поэтому войны, поэтому мы иногда смотрим на то, что хорошие люди защищают каких-нибудь убийц, крича «Free Palestine». А это все кризис, связанный с тем, как люди понимают добро. Что вы сейчас читаете? Я читаю мало на самом деле. Я прочитал «Вегетацию» Иванова. Прекрасный, прямо живой сценарий. Делает триллер, будет замечательно. Его же прочитал «Сердце Пармы». Моя любимая книжка его. Но мне «Вегетация» понравилась сильно больше. С удовольствием сейчас дослушиваю Акунина «Просто масса». Книжка, где мне гораздо меньше впечатления производит сюжет детективный, а вот я прям впитываю устройство японского сознания, вот это концепции тела страны, кокусай, такой майндсет, который, мне кажется, в русскоязычном и в российском понимании и сознании. Пропустил в свое время, я прочитал книжка, прекрасно называется «Атомная бомба», как народ создавал атомную бомбу, как люди организовывались. Великая история. Я помню с детства книжку, называется «Ярче тысячи солнц», про Манхэттенский проект, как делали атомную бомбу. Перечитываю, например, «Сильное впечатление от игры в бисер». Я когда-то прочитал ее чуть ли не в детстве, ничего не понял. А сейчас актуальная книжка, черт побери. «Волшебная гора»,
Что еще за этот год? Лескову я почитал много. В общем, есть что почитать, надо перечитывать. А вы считаете себя обязанным читать книги, которые входят там в лонг-лист или шорт-лист просветителя? Эту обязанность я не исполняю. В общем, я мало читаю, это мой грех. Благо, я не член жюри. Но вы влияете на выбор жюри? Нет. Если вы придете, скажете, я прочел вот эту книгу, она у вас в списке, прям отлично, это повлияет на их выбор? Я, например, так никогда не скажу. Почему? Но это неправильно. За своих надо болеть? Тут нет у меня своих. У меня задача, чтобы была среда и было обсуждение. Нет ничего хуже, чем мое влияние на это дело. Мой батюшка, он не сдерживал. Он иногда говорит, вот надо вот эту книжку обязательно прочитать. И потом расстраивался, как же она не выиграла. В общем, у меня такое было. Вставал перед вами вопрос, что вот там после 22 года премия «Просветитель», просто, скорее всего, уже не нужна? Нет, так не вставал, конечно, ни в коем случае. Книжка – универсальная ценность. Неважно, что происходит, надо читать книги. Это тот склад знаний, с которым надо знакомиться и все время освежать его, прочитать, перечитывать. Ничего другого нету, никакой другой мудрости нету. Все, что ты думаешь, скорее всего, кто-то уже думал. Поэтому лучше прочитать, а потом уже, может быть, что-то у тебя создаться какая-то новая картинка. То, что где-то случилась катастрофа, например, в нашей стране родной, не означает, что актуальность книг пропала. Есть много других процессов, которые привели к тому, к чему привели. В общем так, книга – это вопрос веры. Но вопрос выбора книг, которые входят в поле зрения премии «Просветитель», это книги могут все еще быть изданы в России? Или это обязательно будут книги, которые за пределами России? Могут ли деньги, которые «Просветитель» даст авторам, которые издаются в России, повредить этим авторам? Значит, тут такая ситуация. Значит, поскольку я нежелательный и террорист и все такое прочее, вынужден теперь говорить так. Zivin Foundation и я, мы не имеем отношения денежного к этой истории. Но я уверен, что деньги там есть. Они тратятся правильно. А у людей будут проблемы? А у людей всегда проблемы. Ясное дело, что «Просветитель» — это не одобренная в России история. И люди из России имеют основания опасаться. Тем не менее, «Просветитель» — важная площадка общения. Когда мы говорим про общение, мы имеем в виду общение внутри России, мы имеем в виду общение внутри русскоязычного комьюнити за пределами России, или все-таки мы все еще держим в голове общение между уехавшей и оставшейся Россией? Хотя бы повод есть поговорить, значит, есть и причина. Уехавшие, оставшиеся, иногда это ложная какая-то дихотомия. Нет уехавших и оставшихся, просто есть ли смысл садиться в разные ряды? Ну как же нет, если хотя бы там для того, чтобы сесть в один ряд, людям и с той, и с другой стороны нужен VPN. Это техническое осложнение. Ну и контекст твоей жизни другой. Да, мы начинаем говорить немножко по-разному. Я думаю, не то, что пропаганда работает, так или иначе, вот эта вся система развивается уже как-то по-своему. Там и слова чуть-чуть по-другому значат, и важное немножко другое. Может быть, это жалко, но, с другой стороны, как иначе? Люди живут в стране, которая вот так-то себя ведет, и соответствующий лексикон появляется, или значения, или смысла. Мне кажется, у нас все больше и больше будет появляться у Европы с Россией будет появляться все больше и больше таких разниц. И реалистичная задача – это сделать так, чтобы Россия не была бы врагом, а была бы конкурентом. Ну, это вы говорите в геополитическом ключе. А по-человечески вы сохраняете отношения с теми, кто живет в России? Их не так много связей, ну да. Но я чувствую, у нас уже начинает как-то чуть разные отношения, разные аспекты. Нет, а именно не в геополитическом, а в самом обычном, в человеческом, в ценностном. Мы живем на Западе, мы живем в Европе. Мы думаем все-таки как европейцы. И ничего удивительного в том, чтобы мы будем понимать вещи по-разному, немножко по-разному, сильно по-разному, чем русскоязычные люди там оставшиеся в России. Это данность, с которой нам нужно будет жить, и нам нужно будет учиться разговаривать без отторжения. Это что не касается войны, да? С войной все понятно здесь. Нет вопросов, у меня, по крайней мере. А каким вы видите окончание этой войны? Ой, я не знаю. Мне кажется, очень интересно сейчас будет. Страшно, опять же. Что-то кажется, как-то мир немножко неустойчив. Будет очень трудно и неприятно. Ну, например, вот сейчас выдерни Путина из страны. Война, может быть, приостановится. Мне кажется, вряд ли прекратится, потому что настолько люди уже думают, что Крым наш, что воевали, что как же так. Потому что сложнее всего признать, что ты делал что-то капитально неправильно. И группе людей, толпе людей это признать еще тяжелее. И как с этим бороться, я не понимаю. Никто не хочет войны, так, это согласились. Но на каких условиях? Это будет неожиданное такое открытие. Дай бог, что я ошибаюсь.
но просто не будет. Если не воевать, то враждовать. А лучше конкурировать придется долго. Когда вы сейчас рассказывали про то, как у мира было искусственное сердце, как потом смогли доставить сердце и сделать операцию, как теперь она живет и может жить нормальной жизнью, мне кажется, что это, наверное, лучшая иллюстрация того, чтобы если деньги, которые государство сегодня тратят на войну и уничтожение друг друга, были потрачены на науку, то за эти 4 года наука могла бы продвинуться сильно дальше. И какое-то искусственное сердце у тех мышей в вашей лаборатории можно было бы уже дождаться? Ну, деньги здесь тратятся из разных бюджетов. То есть вы думаете, что из этого кармана в этот нельзя переложить? Думаю, что нет. То есть то, что отложено на войну, будет потрачено на войну? И война никуда не кончится. Если всю жизнь воевали, да, почему это сейчас не прекратят? С какой стати? Ведь люди же борются не потому, что 2 × 2 = 4, да, а потому, что хорошо и что плохо. А, к сожалению, формулы такой нету. Да, чтобы всем доказать, чтобы было всем очевидно, что это хорошо, а это плохо. Антисемитизм, да, всю жизнь был, да, и что-то был сейчас прекратился бы. Да? Я не вижу никакого фундаментального изменения для того, чтобы вдруг прекратилась бы война. Это неизбежный, к сожалению, процесс доказательства, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. И так устроен мир, что это кроваво все, но ничего другого люди не сумели придумать. Люди придумали концепцию добра. Но они скорее о ней договорились. Не договорились. Если бы они договорились, то не было бы войн. Люди знают, ну, по крайней мере, верят в то, что есть какой-то абсолют. Есть какая-то точка опоры в этом смысле. Но поскольку эта точка придуманная, воображаемая, ее нельзя увидеть, да, каждый понимает ее чуть по-своему. В какой-то момент, естественно, происходит спор, заканчивается войной. Если бы этого бы не было бы, то было бы все гораздо проще, конечно. Потому что какой еще есть закон, кроме закона джунглей? Кто силен, тот и съел. Да? Если выдернуть концепцию добра из людей, ну, было бы все просто, были бы джунгли, да, не было бы цивилизации. То, что люди придумали теоретическое обоснование, почему сильный не должен есть слабого иногда, вот, это, мне кажется, такой же мощный эволюционный эффект, эволюционная придумка, как и половое размножение. Такой мощный толчок это дало, но, к сожалению, он происходит с кровью, ну, с битвой, с войной. Если кто-нибудь когда-нибудь изобретет формулу добра, может быть, и все кончится. Но ее нельзя изобрести. Пока что, ну вот, где находится абсолют этический? Мне кажется, что единственная нам знакомая концепция – это концепция о Господе Боге. Есть вот закон, он говорит, что хорошо и что плохо. А слова-то человеческие, они только отражают божественный смысл. Ты вынужден понимать эти корявые слова и применять их в жизни. Кто-то понимает так, кто-то иначе, и опять начинается война. Если кто-то придумает что-то более такое видимое, да, может быть, оно и попроще будет. У вас 7 детей. Да. А как можно свое сердце на 7 частей поделить? Ну, это же очень... Это даже не раз на 400. Но это не деление, а умножение. То есть вас хватает на всех 7 детей? Не то, чтобы я прекрасный отец, но, в общем, я себя не делю, я себя умножаю. Другое то, что моим детям наверняка не хватает. Я уверен, что у них есть... И должны быть претензии ко мне. Я как-то не могу сказать, что я как-то разбегаюсь. Может быть, лучше бы влияло бы на то, что у детей там происходит. Они были бы более счастливы, что ли, как личности. Мне сейчас сложно оценивать. Тут такая, знаете, сложная вещь. С одной стороны, человеческая традиция говорит про то, что почитай отца своего и мать свою, и неважно, там, что они делают. И это, мне кажется, крутая штука. Но это не делает жизнь родителя спокойнее или, что ли, беззаботнее. С одной стороны, тебя должны уважать, да, но никак это не облегчает твою ответственность. Почему вас, то есть своего младшего сына, родители назвали в честь дедушки, а не старшего сына? Никогда не спрашивал. Я удивлен. Вообще, может быть, от бабушки что-то шло, не знаю. Бабушка, конечно, была очень сильным таким ярким человеком, которому я писал письма из армии. Я считал своим долгом к ней приезжать. В общем, у меня когда была к ней нежность. Как ее звали? Берта Борисовна. Бороховна, конечно. Она родом из Вильна. Вернее, как, у нее документ о ее рождении, он написан в Вильно. Вот родом она из Докшица, а Докшиц – это Беларусь. У них был дом в Минске. В Минске у Борохов была конфетная фабрика и магазин. И он там дожил до 1936 года и там умер счастливо. Его не репрессировали. В квартире, которая осталась, власть мне отдал совет. А бабушка с сестрой уехали в Москву 18 примерно лет от роду. Бабушка
Борис, Дмитрий, Борис почему называли? Значит, Борис – это мой дед, Борис Николаевич, он из русских. Это муж бабушки. Да, муж, причем не первый. Удивительная история. Я заботился тем, что дай-ка я сделаю, значит, аллею. Я хотел жить в Израиле, и там бы мы жили, вот если бы не сердце. Я пошел оформлять бумаги, строго нужно же доказать. И выясняется, что нету связи между Дакшинской и Зиминой. Короче, она была замужем до моего дедушки. И мы об этом никто не знали. Ни отец мой не знал, ни дядя мой не знал. Такая была история. Но вы своего сына тоже назвали Дмитрием? Да. И теперь это будет продолжаться? Не знаю. Не было никакого слишком глубокого замысла. Всех своих детей я называл по какому-то вдохновению, не слишком думая. Премия «Редколлегия» – это самая сложная для меня часть разговора, потому что я несколько раз получала эту премию, и получается, что у меня конфликт интересов. Но, тем не менее, про это надо поговорить. Зачем она вам нужна и зачем она все еще существует? Я считаю, самое дельное инвестиционное решение. Эффект самый лучший. То есть вы хотите влиять на СМИ? Нет, тут для меня бенефит в смысле исполнения миссии фонда всего и династии бывшего, и Zimmer Foundation. Мне кажется, что деньги в данном случае приобрели сильную добавленную стоимость. Потому что есть редколлегия, есть сообщество журналистов, есть обсуждение добра и зла, кстати говоря, хорошо и плохо, правильно. А вы верите в существование сообщества русскоязычных журналистов? Мне кажется, что я увижу. Приведите примеры. Есть чат. Да? У вас есть чат? Чат, в котором находятся все, кто участвовал в конференциях редколлегии. Мне кажется, это хорошее отражение сообщества. И точно есть диалог, есть обсуждение, что правильно, что неправильно, что достойно, что недостойно, что можно, а что не можно. Поскольку нет формул, нужно только обсуждать и доказывать. И редколлегия – это та среда, где происходит это обсуждение. Это для меня самый главный результат. А влиять на то, кому именно дадут премию, я никогда и не влиял, и слава богу. Подождите, мне кажется, что редколлегию не может получить человек, который работает внутри России и, например, работает на государственном СМИ. Если, например, даже он снял или написал что-то выдающееся и не связанное с войной и с текущей политической ситуацией. Вопрос не ко мне. Я не определяю политику и такие детали. Вопрос точно существует и обсуждался, потому что получал премию Никита Цицаги. Цицаги, например, да. Которую потом Майкл Наки предложил у него посмертно отобрать. Да, был такой скандал. Я даже считаю, что это не скандал, это очень важное обсуждение, что правильно, что можно, а что не можно. Да? И я не знаю, где есть правильного ответа, пускай люди решают. Был еще случай, когда кто-то отказался. Александр Черных отказался. Да. Значит, было тоже, это, кажется, между собой связанные события. Мне кажется, да, связанные. Потому что Черных был тем человеком, который доставлял тело погибшего Цицаги с места гибели в Москву. Кто пропагандист, кто не пропагандист, разговаривать или не разговаривать. Я не должен это решать и не могу это решать. Люди пускай думают. Каким-то образом уставом редколлегии ограничен круг людей, которые могут претендовать на премию? А редколлегия есть премия, есть сообщество. Если говорить про редколлегию премию, есть положение, и там ничего не сказано. Я не помню это на память, но предположу, можно будет посмотреть просто текст, что там нет ограничений ни на какие такие СМИ или не СМИ, или даже человека, потому что награждается не столько человек, сколько его работа. Но нет в этом опять этого водораздела свой-чужой? То есть те, кто не с нами, те против нас? Такой водораздел всегда можно провести и усмотреть, но мне кажется, что редколлегия – это как раз про то, чтобы не ставить водоразделы. Ты вынужден их ставить и где-то проводить эти границы, как-то себя отделять от чего-то. Но от чего, по каким признакам, вопрос дискуссионный. Но будут ли люди, которые участвуют в дискуссиях и которые принимают решения, будут ли они смотреть, допустим, какие-то госсми или читать их? А вдруг они, не читая и не смотря, упустят какой-то бриллиант? Если говорить про экспертов, которые смотрят, в общем, всю поляну, мне кажется, они все смотрят. Но еще раз, это вопрос, слава богу, не ко мне. Я доволен тем, что это есть, что у редколлегии, у сообщества есть силы, мотивации и так далее. У премии есть деньги и будут. Я счастлив этим. То есть вы никогда это не оставите? В силу уже обсужденных причин я говорю так, как я говорю. Деньги там будут, а я к этому прямо не имею отношения. И если появится хороший материал в какой-нибудь пропагандистской всей этой истории, хорошо это или плохо? Мне кажется, хорошо. Потому что если пропаганда работает, то работает и контрпропаганда. А если работает пропаганда и контрпропаганда, то, наверное, доброе слово тоже работает. Хорошо, что оно бы появлялось, и если это слово замечено, то тоже хорошо. Основная была идея
материально поддержать журналистов, или основная идея была создать вот эту вот дискуссию, разговор и саму редколлегию в первом значении этого слова? В первом значении было поддержать расследовательскую журналистику. Расследовательскую. Да, только ее. И даже не в Москве, а вот скорее в регионах, чтобы люди расследовали. Все это было инспирировано, навеяно моими взаимоотношениями с Навальным и с ФБК. Даже есть у меня переписка, когда Леша говорит: давай я все сделаю, значит, мы тут все устроим. Я говорю: нет, дай-ка идею я у тебя украду, а сделаем мы сами, ты занимайся политикой. Так или иначе, шла речь про расследователей. Когда создалось первое жюри, первые люди, оказалось, что в обществе, в сообществе есть мотивация такая, которая привела к тому, что премия стала тем, что она сейчас есть, не поддержка молодых расследователей, стала премия профессиональная, там, лучше по профессии. А вокруг этого образовались люди, которые стали обсуждать, а ты правильно или неправильно, а почему ему дали, а ты ему не дали. Вообще, идея давать не ежегодную премию, а каждый месяц, это было такое техническое соображение. Если ты даешь раз премию в год, да, раз в год, скандал, кто-то обязательно будет не согласен, и, может быть, ошибка на самом деле. А если у тебя каждый месяц 3 премии, да, ты можешь совершить кучу ошибок, но потом это сказать, что что-то правильно. В общем, множественность решений оказалась очень важной сама по себе. Каждый месяц большое обсуждение и 3 решения. Даже если что-то оказалось неправильным, не таким или не сяким, все равно сам факт дискуссии важнее, когда он происходит каждый месяц, важнее, чем все негативные стороны, и не раз в год, а 3 раза в месяц. Это круто. Ваша точка теперь, которую вы могли бы назвать дом, это Кипр? Наверное, да. По крайней мере, там я точно провожу время. Там часть семьи живет. Да, это одна из, наверное, главных точек. И папе вашему там нравилось? Не то, чтобы ему нравилось. Не то, чтобы ему нравилось. Москва, и, конечно, он уехал вынужденно. Мне удалось синтриговать. Был ковид, в общем, я говорю: приезжайте, поставим прививки. Они с трудом согласились, отец, потому что моя Павловна, она с ним всегда. Дальше все в моих руках. Пришлось интриговать. Как интриговать? Устраивать комфорт, чтобы всякий раз, когда заходила речь о том, что дай-ка мне билет, мне в Москву надо, я находил аргументы, и говорил: слушай, тут хорошо. Солнышко, Кипр, тепло. Старикам нравится тепло. Мне жарко, а им хорошо. Еще одна как-то цель, куда уходят ваши деньги или куда вы их тратите, это создание совершенно фантастического, те, кто там был, тоже говорит, фантастического центра на Кипре для детей с особыми потребностями. Что это за история? Правда ли, что туда могут прийти и киприоты, и что туда можно водить своего ребенка на дневной стационар, да? Это кипрская история. Дело в том, что у нас еще есть одна дочка, у нее серьезные неврологические проблемы. Ее зовут Берта, как вашу бабушку. Да. И на Кипр мы приехали, в частности, еще и потому, что надеялись, и надеемся, в общем-то, и не безосновательно, что на Кипре лучше, там потеплее, климат, лучше для спастики, для всего этого. Мы приехали, нам уже терапевты, потому что дочка требует многочасовой терапии каждый день. Отыскали терапевтов, значит, стали организовывать свой быт. И как-то мы подумали, поговорили с этим терапевтом, давайте сделаем, что здесь не так. Появился этот центр, которому мы помогаем. Сейчас еще помогли, чтобы расширить ему помещение. Это центр, куда приходят пациенты, дети в основном, у которых неврологические проблемы. Это не то, чтобы это бесплатно, да, но, в общем, мы помогаем, потому что ясно, что кто-то этого не может себе позволить, тем мы помогаем. В общем, есть центр терапевтический в Лимассоле, да, он работает, к этому имеем какое-то отношение, как его помощники, как это, саппортеры. Как человека меняет появление ребенка с особыми потребностями? Не знаю. Но говорят, что это ваша девочка, она чистый ангел, добрая и веселая. Да, у нее в этом смысле жить проще немножко. Почему? Потому что у нее проще жизнь. У нее меньше возможностей, меньше решений, она чувствует, слышит хорошо. Это правда, что сейчас на Кипре вы строите то, что может назваться Альцгеймер-виллидж? Я не знаю, как это назвать. Так, слух пошел, что, в принципе, хорошо. В общем, разные драйверы привели к тому, что мы там строим жилье, где самим будет комфортно, и вокруг будет комфортно. И людям будет примерно так же, как и нам. То есть это для вашего возраста или для, извиняюсь, возраста сильно постарше? И так, и так. То есть это жилье, где можно и на каталке, да, а можно и с детьми. Школа рядом, все есть.
То есть такой поселок закрытого типа для тех, кто может себе это позволить? Ну, как закрытого? Там не будет заборов. Мы не будем это продавать, там, приходи кто хочешь. Это будет аренда. Тоже никому хочешь, а кого примем. Сначала я принимаю, потом мы вдвоем принимаем, потом уже втроем, ну и так далее. А почему эта идея возникла? Захотелось комфорта, захотелось, чтобы было хорошо. Я ограниченно верю в демократию. Демократия – механизм, который хорошо работает среди определенного круга, так сказать, граждан. Если устраивать демократию среди бандерлогов, ничего хорошего там не будет. Поэтому, если ты строишь какую-то систему, позаботься о том, кто там будет. Поэтому, во-первых, аренда, а во-вторых, скорее клуб, чем закрытый поселок. А закрытый или открытый уже вопрос, как решим. То есть получается, что вы там на Кипре строите для себя некую вот эту вот комфортную, неагрессивную среду? Ну, в общем, конечно, если где-то ты живешь, логично, если ты прикладываешь усилия к тому, чтобы это место стало бы лучше. Сейчас, когда вы занимаетесь в том числе и поддержкой науки, можно ли говорить о том, что нынешняя наука способна развиваться в каком-то одном месте? Ну, допустим, в Тель-Авиве или в Гарварде, или здесь, в Лондоне? Или все-таки речь сейчас в основном идет, если мы говорим про большие исследования, о коллаборациях? Наука очень интернациональная, должна быть интернациональной, большая дискуссия о секретности. Да? Вот упомянутая книжка про атомную бомбу, там же большая тема была связана с тем, чтобы публиковать или не публиковать результаты испытаний, всяких экспериментов, которые могут помочь физикам в Германии сделать атомную бомбу, когда стало уже понятно, что вроде там что-то может быть. Сейчас тоже, всякие изыскания, всякие обмены информациями, искусственный интеллект, я не знаю, какие-то военные технологии, все это может сыграть где-то серьезнее, в зависимости от того, чем делятся ученые. Но очевидно, что коллаборации – мощнейшая штука и мощнейшее изобретение 20 века делают. Но это значит, что Россия из этих всех процессов вычеркнута, окажется. Россия уже вычеркнута из многих процессов, и как она вернется, не очень понятно. История с Германией. Да? Наука была по-немецки до Гитлера. Но это не мог, как говорится. То, что происходит сейчас с российской системой, в том смысле, что оттуда утекают мозги разного рода, культура, это плохо для страны. Это обрубает ей потенциал. Это исключает ее из многих процессов. Это ослабляет ее оборонный потенциал. И в этом смысле, конечно, слава богу. Но вообще так на будущее это очень плохо. Потому что, страна будет менее способной, меньше возможностей для какого-то хорошего развития. У вас внутренне по этому поводу досада, боль или уже ничего? Досада и боль, конечно. Жалко как. Была возможность, как любой организм, да, бывает, он хорошо выглядит, все нормально, внешность, а там внутри рак. Да? Жалко. Но если вы говорите о том, что вот все равно, где ты живешь, нужно строить вокруг себя вот эту среду, в которой бы ты действительно хотел жить, значит ли это, что вы все-таки рассматриваете как место своей оставшейся жизни именно Кипр и не смотрите уже назад в сторону возвращения в Россию? Кто знает. По крайней мере, есть место, где что-то сделано правильно. Конечно, мне приятнее чисто климатически быть в той зоне, где я родился. Конечно, у меня куча, так сказать, импринта российской, Тверской, Валдайский, там, да, места. Что делать? Это всегда со мной. Смена власти – единственная причина, которая дала бы вам возможность вернуться? Нет, мне кажется, там все уехало очень далеко. Власть, так сказать, это все не с Марса прилетело, это выросло там. Очень сложно сказать, что кто-то один виноват или ответственен за то, что происходит, но очевидно, что власть или там Путин лично, это в том числе и отражение зеркала того, что происходит в стране. Так сложилось. Да? Эта система пошла туда, куда пошла, и расстояние между Европой и Россией сейчас огромно. И, мне кажется, вот над чем стоит работать, что реально. Да? Сделать эту систему хотя бы конкурентом, а не смертельным врагом. Но в конкурентной системе, может быть, мне не будет так комфортно жить, как, например, в Китае. Китай – это конкурент западному миру. Вроде бы не враг, вроде бы не то, что будет уничтожать. Но жить там я как-то, не знаю, черт его знает, мне кажется, не очень. А что самым важным-то в жизни оказалось, с вашей точки зрения? Доживем, увидим. Сейчас, в моменте. Моменты бывают разные. Бывает, дети, да, отношения с ними. Бывает здоровье, бывает жена. Жена, слово какое. Это любовь, наверное? Да. А что-то важнее любви бывает? Все есть любовь. Бог есть любовь. Вот. Что ты понимаешь под проявлением этой любви?
Всякий раз надо решать задачу, что хорошо и что плохо. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Ну, тут что такое свобода? Свобода есть стабильность. Мне кажется, это искусственное разделение. Так не ответить, все неправильно. Вот со справедливостью и с милосердием все понятно. Справедливость – вещь, которая чаще всего приводит к войне. Вот. Ничего себе. А как? Я считаю, что обида чаще всего приводит к войне. Это и есть. Ну, обида, значит, кто-то поступил несправедливо, значит, вот пошел ты воевать. Как он? Путин же всех, многих этим соблазнил, да, справедливостью. Крым чей? Справедливость. Вот и пошли воевать. Очень просто. Нет, справедливость ужасная, очень такая опасная штука. И я не знаю, по-английски справедливость – это justice. Justice. Да? Когда говорят bring to justice в суде, или правоохранители, по-английски кажется, это ничего. По-русски ужасно. Кто-то из умных сказал про законодательство, про законы, про вот это вот все, про юриспруденцию, что это не про справедливость, это про распределение несправедливости, которое не взрывает общество. И это правда. Справедливость штука очень сложная. Она есть. Построить на справедливости, конечно, что-то очень сложно. Так вы между свободой и стабильностью не выбрали? Ну, это одно и то же. Правда или безопасность? Ну, правда, да, правда. Родина или истина? Истина. Что будет дальше? Будем жить, как пойдет. Готовиться попкорна нужно. Попкорн? Попкорн, да, будет не скучно точно совершенно. Другое дело, что, может быть, до попкорна руки не дойдут, у кого-то это точно. Но кто-то может увидеть очень много чего интересного. Мне кажется, мир сильно меняется в этом процессе. Будет интересно.